Да, запуск трансляции. Айдарма, звук тает. Добрый день, зрители. Скоро начнем второй день республиканского турнира по дзюдо. Сейчас судьи совещаются, скоро начнут. Сегодня будут финальные схватки. Будет интересно. Пока ожидаем. Так, ну я скажу, что со стороны технического персонала камера у нас будет одна, и будем выборочно показывать все татами, бои. Будем общаться по чату. Отправляйте сообщения, спрашивайте. Скоро подойдут комментаторы. Вот у нас судейская коллегия совещается, объясняет правила.
Спортсменам приготовиться, через 5 минут начнется борьба. На татами номер 1 приготовиться участникам юношам 66 килограммов. Кочубеков Сабибек, Измайлов Магомед. Кочубеков Сабибек, Измайлов Магомед приготовиться 66 килограммов. В этом наверху борются юноши 55 и 81 килограмм, и девушки 44, 48 и 63 килограмма. Приготовятся юноши 55 килограмм. Юмов Амирхан 2, Каратаев Семен. Который номер 2. Борьба юноши 60 килограмм, 73, девушки 52, а 3 70. Итак, доброе утро, дорогие болельщики борьбы дзюдо. Сегодня начинается второй день традиционного 26-го республиканского турнира на призы спортивного клуба «Славутич». Вчера и сегодня схватки и процесс соревнований будет комментировать Валерий Герасимов. Итак, сегодня борются мальчики и девочки
94, 5, 6 годов рождения. Это же средний такой возраст ребят, которые в дальнейшем будут бороться среди юниоров. И сегодняшние вот республиканские соревнования покажут готовность нашей сборной команды республики к предстоящим соревнованиям Дальнего Востока. Первенство Дальнего Востока по этим годам будет проходить в октябре месяце в городе Нерюнгри. Это первенство Дальнего Востока, отбор на Россию. Нам показывают сейчас татами номер 2. От арбитра на татами Хатамов Мустаким. Главный наш судья республиканских соревнованиях, судья республиканской категории, но он курирует судейскую коллегию нашей республики. Вчера боролось 170 участников, мальчиков и девочек 7, 8, 9 годов рождения. Сегодня количество участников около 100 детей. Приехали к нам команды из Магаданской области, очень большой коллектив, в состав делегации где-то 30 участников, Владивосток, Приморский край, Амурская область, город Благовещенск, привез тоже очень большую команду, руководитель команды Михаил Щербань, он наш давний друг нашей республики. Вот буквально неделю назад наши юные спортсмены боролись на первенстве Дальнего Востока в Благовещенске по ката. И вот буквально после этих соревнований команда Благовещенска приехала на наши соревнования. Но вообще соревнования на призы клуба Славутича, они очень известны на Дальнем Востоке, пользуются популярностью. Вот жаль, что пандемия помешала приехать и другим командам. На прошедших соревнованиях были у нас команды Бурятии, Читы, Хабаровского края. Но вот ввиду с осложнением ковида уже меньше участников. Ну и, конечно, сегодня нет зрителей, болельщиков, которые поддерживают наших ребят, мальчиков и девочек, дают им импульс какой-то дополнительный. Но вот в основном мы видим только всех участников этих соревнований. Сейчас все на 3 татами выйдут одновременно все спортсмены, это ритуал, и обязательно, чтобы было красиво, вместе команда такая. Команда при начале борьбы идет команда хаджиме, если какие-то там задержки, идет команда мате, и вот спортсмены расходятся по сторонам. Есть обязательный такой ритуал борца, вызвавшего первым на татами. Он надевает белое кимоно, а второй спортсмен выходит в синем кимоно. Сейчас позиционная борьба, захваты идут. Главное борцу-дзюдоисту взять захват свой крепкий, подготовить его к броску, дать возможность. На первом татами уже объявили победителя. Борьба дзюдо — это очень скоротечная борьба. В течение, можно даже нескольких секунд сделать хороший амплитудный бросок на всю спину. И это означает иппон. Дальше борьба продолжается, если спортсмены находятся на коленях, это борьба в партере, где можно сделать удержание. Удержание означает аса и коми. Команда идет такая, и спортсмен должен держать своего соперника на спине 20 секунд, что означает чистую победу. Вот борцу в белом кимоно дали предупреждение шида. Если в течение схватки дается 3 шида, то борец снимается с дальнейшей схватки, объявляется ему хансока мака. Поэтому очень много. Вот одноименный захват он держит. Вот этот захват должен держать не более 5 секунд. Арбитр на татами не видит. Если увидит, то сейчас даст очередное ему замечание шида. Поэтому очень много таких моментов, где запрещающие там приемы, запрещающих захватов,
задержка захватов, блокирование соперника. Это наказывается то есть замечанием ШИДа. Но пока оценки не имеют борцы, идет борьба за захват. Это уметь взять захват. Вот борец в белом кимоно хороший взял захват, но он длиннее его и вот взял со спины и делал такой бросок зацепом и кинул своего соперника на всю спину, что означает оценка иппон. И победу сейчас присудят борцу с белым поясом. Ну, то он хороший захват взял. Это хороший, уверенный захват со спины. Руки у него, можно сказать, эти рычаги называют спортсмены длиннее, поэтому он использовал свои возможности вот этими руками. И дальше продолжен ногами, зацеп ногой и кинул спортсмена на всю спину. Сейчас очередная схватка показывает только спортсмена-дзюдоиста в белом кимоно. Ну, и вот ждем выхода борца в синем кимоно. Так вот, выходят два спортсмена, два борца дзюдоиста, высоких таких, сильных, уверенных в себе. Ну, побеждает один из них. Выходит, побеждает бросок через спину. В течение секунд бросок с колена. И победу одерживает борец Оев Фабержон из спортивного клуба «Сакура». Ну, он уже занимается почти 10 лет, с 1 класса. Ну, и очень уверенно выиграл эту схватку. Ну, мальчик подготовленный, очень прошел много сборов учебно-тренировочных, участвовал во многих соревнованиях, первенствах Дальнего Востока, всероссийских соревнованиях. У нас вот очень много спортсменов из Магадана, пока борются мальчики. Вот показали сейчас у нас татами, это номер 3, арбитр на татами Бунтарын Гамбадурш, тренер из Монголии, ну, можно сказать, наш уже местный, он уже почти 30 лет, в 90-х годах приехал сюда в Якутию, сейчас обосновался в Житае и тренирует, живет в Житае. Его сын Дамдин является старшим тренером сборной республики Саха-Якутия. Подготовил немало сильных спортсменов, мастеров спорта, кандидатов в мастеров спорта. Ну и, конечно, основное это наш вид спорта, это дает возможность проявить, закалить свой характер, стать сильным, уверенным в себе. Ребята, занимающиеся этим видом спорта, идя на службу, служат в элитных войсках, таких как десантная, морская пехота, пограничные войска, а потом идут в службы в органы внутренних дел, в ОМОН, СОБР и другие вот такие органы, где можно использовать, применять вот прием. Вот здесь опять бросок через плечо с одноименного захвата, бросок с колена, и в течение нескольких секунд победу одерживает борец с белым кимоно. Ввиду технической накладки мы не имеем возможности освещать быстро, брать протоколы и освещать технические действия, борьбу, именно вот кто вышел с какого клуба, пофамильно, с города. Поэтому пока такой технической у нас оснащенности нет, не успевают наши судьи, волонтеры. Очень мало у нас судей квалифицированных, и мы на сегодняшних соревнованиях видим, что много молодых ребят, которые начинают осваивать эту судейскую, можно сказать, профессию. Ну, вот сейчас готовится выходить на третий татами наш ветеран, тоже один из ветеранов, Хаметов Валерий Рустамович, мастер спорта по борьбе дзюдо и самбо и почетный работник народного образования России. Вот, это
один из наших ведущих судей. Ну, он тоже судит у нас и по дзюдо, и по самбо. Здесь вот борец в синем кимоно тоже выше ростом. Посмотрим, борьба за захват. Идет пока такая борьба, разведка. Можно боем, должны вывести соперника из равновесия, посмотреть, вот, как он стоит, вот, старается делать прием в движении на себя борец в белом кимоно. Но у нее пока не получается. Нет второго захвата. Вот сейчас мы видим опять второй захват борца в синем кимоно сверху. То, что предыдущий дзюдоист сделал, это выше ростом, брал захват со спины и делал такой вот зацеп снаружи. Есть небольшая техническая вот задержка, татами разъезжаются. И надо сделать так, чтобы не было зазоров небольших, даже вот каких-то подвижек этих татами, потому что могут возникнуть травмы. Спортсмены могут получить травму, если татами разъехалось. По идее, надо вот это все сколачивать плотно, но тоже опять по техническим причинам это не смогли сделать. Идет борец в синем кимоно, хотел подхват изнутри. Вот сейчас он делает бросок прогибом небольшим таким и переходит сразу на удержание. Удержание в течение 20 секунд дает возможность получить оценку япон, и это означает победу. Ну, здесь видно, что борец в синем кимоно выиграет. Лежащий внизу, он даже не сопротивляется, успокоился, лежит, отдыхает. Но это уже его большая ошибка. Сдаваться не надо ни в коем случае. Надо и лежа защищаться уметь. Но это пока это не умеет борец в белом кимоно. И победу одерживает борец в синем кимоно. Так, Хаметов у нас выходит. Так, пока мы смотрим, там идет решение боковых судей. Они одновременно, боковых судей не видно, они сидят рядом с заместителем главного судьи за столом, и вот они тоже смотрят и оценивают, дают оценки. Если боковые судьи не согласны, они поднимают руку, дают свою оценку. Если не согласны, дают отмашку. Вот здесь идет вот Хаметов доказывает, что оценка была. Я еще не снимаю футболку. После этого приготовится юношам 46 килограммов. Гаврилов Данил, Шестопоев Данил. На татами 3 в белом кимоно борется Сивцева Кюня. Это одна из наших сильнейших спортсменов республики. Призер многих республиканских, дальневосточных соревнований, участница первенства России. Занимается борьбой дзюдо 4 года. Она из средней школы номер 19 «Птицефабрика». Ну, имеет большой опыт, бросок через спину и оценка вот неизвестная. Рука поднимает. Если рука идет полностью поднята вверх, это япон. Если рука останавливается на уровне плеча, это вазари. Оценка вазари, бросок через плечо с колен делает Кюня. И вот опять вот еще одна вазари. И вазари. Победу уверенно держит Сивцева Кюняй. Из команды Хангаласского улуса. Она сейчас числится в специализированной спортивной школе Олимпийского резерва Хангаласского улуса, где имеется единственная специализированная школа. Да, сама она учится в средней школе номер 19, это на птицефабрике. Можно сказать, что птицефабрика кузница дзюдоистов нашей республики. С этой школы выросла одна из сильнейших дзюдоисток России, это Нургуяна Никифоровна.
Она вот обучалась в этой школе, стала чемпионкой России, призер Кубка мира. Вот не было здесь участницы, и победу дает борцу в синем кимоно. Так что 19-я школа «Птицефабрика» — это кузница дзюдоистов, сильнейших дзюдоистов России. На примере Нургуяны Никифоровой, которая единственная стала 2 года назад чемпионкой России среди взрослых в городе Назрани. Ну, сейчас идет, вот, показывает также 3-й татами. И так, плавно мы переходим на татами номер 2, где арбитр на татами все так же и Хатамов Мустаким. Но идет там борьба в партере. Так, техническое действие было произведено, оценка в азаре. Борец в синем кимоно сделал бросок с колена, и сейчас идет вот удержание сверху асаикоми. И в течение должен уже, у него имеется оценка в азаре, должен удержать 10 секунд, и дается оценка иппон. Вот, тоже быстро расправился со своим с противником. И победа присуждается от борцов в синем кимоно. Вот здесь интересная такая позиция. Борец в синем кимоно отключил, борец в белом кимоно отключил, можно сказать по нашей терминологии, руки своего соперника. Это взяв за рукава, он не дает возможность взять захват ему. А классический обычный захват — это отворот, рукав. Мы можем брать со спины, но здесь буквально он связал ему руки, можно сказать, не дает возможность взять захват. Но с этого захвата он сам может бросить, делать очень такие хорошие амплитудные броски. Бросок в спину, через спину могут сделать, может сделать бросок с колена. Поэтому такой захват поощряется, и, в общем, его применяют более опытные спортсмены. Ну, то же самое сейчас. Также отключил он руки своего соперника. Борец в синем кимоно не может взять. Но с этой тоже позиции он делает хороший зацеп изнутри под одноименную ногу и получает оценку в азааре. Это полпобеды. Так что здесь пока неизвестно. Это еще ничего не означает, что он может победить, выиграть эту схватку. Поэтому будем смотреть дальше. В борьбе дзюдо в основном это хорошие, красивые, амплитудные броски в движении, используя движение соперника на себя. Это надо создать условия, чтобы соперник пошел в ту сторону, которую предлагает ему нападающий. Он может атаковать и вперед, и может атаковать, и когда соперник уходит назад, опираясь на пятки, делать другие приемы, как задняя подножка, или вытягивая на себя, делать броски через спину, через плечо. Ну, в общем, очень много интересных моментов. Ну и, конечно, здесь немаловажную роль играют ноги, где может борец производить всякие подсечки, зацепы интересные, выбить соперника из равновесия, создать условия для своего конкретного броска
часто спортсмены используют свой коронный прием, который получается у них, и на автоматически они подготавливают для броска, чтобы сделать красивый такой амплитудный бросок. У каждого есть свой прием у спортсменов, поэтому сейчас идет борьба в партере. Сейчас будет остановка мате. Мате — это означает стоп. Хаджиме — начинать борьбу. Мате — борцы расходятся по своим сторонам. Если кимоно выходит из-за пояса, то дается остановка, и боец приводит форму свою в порядок. Вот сейчас захват, видишь, это обычный прием борцов высоко, они берут сверху за пояс, и сейчас бросок производит борец в синем поясе, синим поясом, и дается ему победа. Вот он использовал здесь свои возможности, длину рук, своих ног, берет сверху захват за пояс и делается бросок. Вот боковым судьей у нас сел борец в синем кимоно. Это выходит сын нашего тренера из Монголии, Гансух. Он работает в Покровске сейчас. Вот посмотрим, он сейчас секундирует своего сына. Сына зовут Чинзорик. Он в белом кимоно, синим поясом. В данное время учится в школе Олимпийского резерва. И делает бросок с колена, с одноименного захвата, но это у него не получается. И борец в синем кимоно переходит сразу в партер на удушающий прием. Но если отворот захлестнется на подбородок, то будет остановка мате. Поэтому надо отворотом перекрутить горло. Вот эти мате, остановочка, значит, захват был неплотный на подбородок, и удушающий прием не получился. Сейчас атаку производит без подготовки дзюдоист в синем кимоно, но сейчас сверху дзюдоист в белом кимоно. Вот есть такая атака со стороны головы. Он должен запустить ногу под локтевой сустав, но это не получается у него. И он готовит переворот. Сейчас, наверное, получится. Захват очень хороший взял. И должен делать переворот соперника. Что у него почти получилось, но, наверное, получится. Он дотягивает. Очень гибкий соперник в синем кимоно. Все, и пошло сейчас. Ему лечено на живот, пошло удержание. Но с этого удержания очень трудно уйти. Он идет сдача даже, он получается удушающий прием даже ногами. И победу досрочно одерживает сын нашего легендарного тренера, знаменитого Чинзорик. Папа фотографирует на среди боковым Гансух. Шагдар Гансух, он мастер спорта по дзюдо, обладатель черного пояса. И отрадно отметить, что он борется еще по нашей национальной борьбе хапсагай и был абсолютным чемпионом среди ветеранов чемпионата Хангаласского улуса по хапсагаю. Данную встречу победу держала Степень Ивановна. На здание приглашается Васильева Николина, Селезнева Александра. Приготовятся девушка 63 килограмма. Харстасова Тамара, Белякова Дарья. Победу одержал Халдиев Алексей. Благодарю. Приглашается на придумывание Хангаласский улус
Киселев Богдан, Ильинский район. Приготовиться девушке до 52 килограмм. Демченко Ярослава, Центр единоборств, Анисимова Алиса, спортивный клуб «Старт». Приготовиться девушке 70 килограммов. Победу одержал Никитин Роман. Приготовиться девушке 70 килограммов. Федорова Ванесса Ленск, Цуканова Мадина Сахасамба. Дагестан держала Станислава Александра. Федорова Цуканова. Итак, приглашается девушка 63 килограмма. Хартасова Тамара, Белкова Дарья. Приготовиться. Сиканева Альбамина, Сапушатка Милана. Победу одержал Киселев Богдан, Ильинский район. Цуканова Мадина Сахасамба. Татарина 2, девушка 52 килограмма. Демченко Ярослава, Центр единоборств, Анисимова Алиса, спортивный клуб «Старт». Готовится Бекова Маха, Магадан, Ческова София, Ильинский район. Повторно прибежит Цуканова Мадина Сахасамба. Синее кимоно, идите ищите. Это у нас уже старшая выступает. Просьба готовиться заранее. Это номер технической программы. На татами 1 сейчас борются девочки 70 килограмм. Арбитр на татами один из ветеранов нашей борьбы, Роман Джабаев. Он является тренером Юлии Амонт, которая позапрошлом году стала чемпионкой России до 21 года. В синем кимоно борется Цуканова Мадина. Она вот буквально 2 года назад стала третьим призером республики, но в весе до 63 килограмма. Сейчас борется 70 килограмм. Девочки крупные, ну и, конечно, борьба будет здесь вестись в основном силовая. Посмотрим, кто из них подготовлен более технически, хотя этот вес очень, конечно, можно сказать, крупный, и девочки борются в основном в силовом варианте. Сейчас сверху находится Мадина Цуканова, она пытается сделать, но удушающее, и не получается, поэтому сейчас борьба переходит в стойку.
Вот хороший захват взяла борец в белом кимоно, и она сейчас старается сделать с этого захвата. В основном девочки делают бросок через спину, бросок в спину, бедро, но контратакует борец в синем кимоно Суканов, но борец в белом кимоно старается уйти в другую сторону. Поэтому здесь борьба будет продолжаться, наверное, в таком темпе, в силовом. И, конечно, здесь победит тот, кто быстрее все подвернется, возьмет захват. Но захват, видите, девочки не дают друг другу. Вот мощно. Так, борец в белом кимоно делает бросок через спину и получается оценку в Азаре и пыталась сделать удушающий прием. Но это не получается у нее, и идет переворот. Очень мощная девочка. Ага. Вот сейчас переходит на болевой прием. Дзюдоистка в синем кимоно ушла с опасного положения от болевого приема, но она проигрывает оценку в Азаре. Оценка в Азаре, а Васет Япон побеждает дзюдоистка в белом кимоно. Но она выглядит помощнее, посильнее. И две оценки в Азаре дают и оценку Япон. Готовится юноши до 60 килограмм. Качан Юрий, Магадан Кузин, Олег, спортивный клуб «Славутич». На татами номер 3 приглашается девушка 63 килограмма. Картасова Тамара, Буякова Дарья. Приготовиться Сикалиева Аделина, Сикушенко Милана. Победу Елена Федорова, Населенск. Так, плавно мы переходим на татами номер 3, где борются девочки до 63 килограмма. В синем кимоно у нас Буякова Дарья из Хангаласского улуса, специализированной школы Олимпийского резерва. В белом спортсменка из дзюдоистки из Нюрбы. Ну, есть тоже девочки крупные, и посмотрим, кто из них будет делает быстрее бросок, тот и выиграет. Арбитр на татами Бунтарын Гамбадорш, тренер из Монголии, дает оценку в Азаре спортсменке дзюдоистки в синем кимоно Буяковой, которая делает зацеп изнутри под разноименную ногу. Ну, идет позиционная борьба. Сейчас вот девочки пока стоят, тоже физически сильные. Так, оценка в Азаре и победу, подхват изнутри. Победу добивается Буякова Дарья. Она 2 года назад была победительницей Кубка Республики, участница многих соревнованиях. Можно отметить, и вообще эта девочка борется по всем видам борьбы: дзюдо, самбо и сумо. Позапрошлом году она была чемпионкой Приморского края по сумо и участницей первенства России по сумо. Девочки наши уже осваивают и сумо, борются по сумо и мальчики, и девочки в таких же весовых категориях. Вот сейчас одна из сильнейших спортсменок Сикалиева, чемпионка республики. Вот ввиду неявки спортсменки она выигрывает. Сикалиева из клуба Дарк. Девочка тоже занимается давно. И опытная спортсменка не вышла. Ее спортсменка не вышла. Сейчас вот смотрим
татами номер 3. Можно сказать о том, об арбитре на татами Бунтарын Гамбадорж. В 90-е годы он приехал в Якутию поддерживать развитие нашей дзюдо в республике. Много сил, энергии приложил для того, чтобы развивалось наше дзюдо. И постоянно он работает в Жатае. Жатайские спортсмены были одни из сильных спортсменов республики, но поколение сменяется, сейчас борется уже совсем юное, молодое поколение. Сын Бунтарына Гамбадоржа Дамдин Гамбадорж является старшим тренером республики по дзюдо и тренером училища Олимпийского резерва. Сейчас выходят мальчики на третьем татами. Приготовиться. Каратаев Семен, Герасименко Никита. Так, вот бросок это контрприем. Бросок, падение через спину, борец с белым поясом получает оценку в азаре и должен сейчас перейти на удержание, но удержание не будет считаться, если находящий внизу соперник двумя ногами обвивает ногу соперника. Надо убрать эту ногу и постараться, чтобы соперник не скрестил ноги. Вот тот же прием, бросок, контрприем. Бросок, падение через спину, и борец в белом кимоно добивается победы в азаре, а в Асет-Ипон. Победа присуждается дзюдоисту в белом кимоно. Приготовиться. Рыжков, Дычков, Ратинец, Испанов Максим. Очередная у нас схватка, это вес должен 55 килограмм. 55 килограмм. Здесь у нас в синем кимоно Герасименко Никита, очень сильный спортсмен из спортивного клуба «Дарк». Он буквально за 15 секунд одерживает чистым броском победу. Ипон. Победа присуждается Герасименко Никита из спортивного клуба «Дарк». На темп приглашается Дычков Ратинец, Испанов Максим. Приготовиться. Смена судей на татами. Вот выходит Бунтарына Гамбадоржа, заменяет молодой судья, рефери Рысов Ильдар. Там тоже борется и сейчас постигает азы судейства из средней школы номер 20. Отрадно отметить, что на этих соревнованиях много молодых судей, рефери, которые в будущем заменят ветеранов и проходят хорошую такую стажировку на татами, так как этот турнир один из сильнейших на Дальнем Востоке. На призы клуба «Слаботич» сюда приезжают сильные борцы всего Дальнего Востока. В этом году приехали дзюдоисты из Магадана, большая делегация из Приморского края, с Владивостока. С Владивостока главный судья с Владивостока также неоднократно посещал республику Саха-Якутия. Большую команду привез Михаил Щербань из города Благовещенска. Так что сегодняшний турнир очень интересный и насыщенный, так как сильнейшие будут потом бороться в октябре месяце на первенстве Дальнего Востока этого возраста. Можно обрадовать всех якутян, что первенство Дальнего Востока по этому возрасту будет проходить в октябре месяце в городе Нерингри. И отрадно, что
Мы продолжаем свои традиции. Неоднократно мы проводили эти соревнования в городе Неринге. Это зацеп изнутри, оценка идет в Азаре, борец в белом кимоно. Приготовиться минус 66 килограмм. Полуфинал. Измайлов Ях. 66 килограмм. Измайлов Ях готовится. В городе Неринге наша республика дважды проводила очень большие соревнования. И проводила спартакиаду Дальнего Востока, и первенство Дальнего Востока. Поэтому вот спустя многие годы опять мы продолжаем эти традиции. И в этом году взяли это первенство на себя. Опять вот также зацеп изнутри, в Азаре, а в Асет-Типон. И победа присуждается борцу в белом кимоно. Победу одержал Бычков Рафаэль. Молодой рефери Рысов Ильдар дает четкую оценку происходящей схватки, и здесь никаких нет претензий со стороны боковых судей, нет претензий секундирующих тренеров. Обычно бывает разногласия часто, ну не часто, а бывает иногда, что секундирующие болеют за своих спортсменов и, конечно, не дают не ту оценку, которую дают арбитры на татами боковые, поэтому здесь сейчас на современном уровне идут видеозапись, видеокамеры везде, и в случае каких-то ошибок или каких-то претензий можно просмотреть все это в замедленном темпе на видеозаписи. И уже объективно можно оценить техническое действие данных спортсменов, борцов. Вот опять бросок с колена делает борец в белом кимоно. Вес 55 килограмм, это вес маленький для дзюдоистов, и ребята борются очень подвижно, активно. И, конечно, несравнимо с теми, когда выходят борцы в тяжелом весе, они более физически сильные, маленько неуклюже, но все равно производят хорошие амплитудные броски. А маленькие спортсмены-дзюдоисты, они более подвижны, постоянно в атаке. Но вот сейчас в синем кимоно взял захват, преимущество, значит, у него этот борец в белом кимоно стоит в защитной стойке, но пытается тоже атаковать, борьба в партере. Сейчас перейдет на болевой прием, но это у него не получится. Поэтому арбитр поднимает дзюдоиста в стойку. Приготовиться. Заклёстки. Алексей, Владивосток, Акопян, Богдан, спортивный клуб «Салутич». Здесь позиционная борьба, постоянно в атаке. Есть вот хорошее движение, делает борец в белом кимоно. Бросок с колена в левую сторону, это у него не получается. Не успел, здесь ошибка его самого, он не докрутил руками. Поэтому хорошее было техническое действие, но здесь не было одного компонента, это тяга руками. Да, вот сейчас дается арбитрам такое замечание, чтобы они привели в порядок кимоно. Сейчас то же самое, борьба такая вязкая, можно сказать, как говорят дзюдоисты. И ожидать можно любого из них, кто может выиграть. Оба спортсмена, можно сказать, среднего уровня, среднего класса. Так вот, захват изнутри, запрещающий арбитр это увидел и дал замечание. Цшида, это борцу в белом поясе. Дзюдоистам нельзя брать захваты изнутри рукава, что это запрещено. Очень много запрещающих действий, которые быстро наказываются арбитрами. И это все делается для того, чтобы борьба была чистой, красивой, без всяких грязных захватов, блоков.
и других запрещающих элементов в борьбе дзюдо. Значит, очень так он постоянно, борец в белом кимоно, делает бросок, пытается делать бросок с колен через плечо, но синий контратакует, сразу переходит на удушающий прием, идет удушающий. Здесь арбитру вовремя заметить надо. Бывает такое, что если спортсмен не успеет сдаться, то он может даже потерять небольшое сознание. Надо вовремя остановить. Здесь здесь объясняет, почему удушающий не был продолжен, остановлен. И смотрит, решает, вмешиваются боковые судьи и хотят, наверное, просмотреть видеопросмотр, наверное. Да, ага. Необходим видеопросмотр. Был удушающий прием или не был. Да, вот здесь идет задержка. И боковой арбитр Бунтарын Гамбадор вызвал главного судью Власова Романа из Владивостока. И они сейчас будут смотреть видеопросмотр. Был удушающий прием или не был, или там был удушающий прием запрещенный. Если отворот идет нахлёст на подбородок, то, конечно, арбитр может остановить схватку и продолжится схватка в стойке. Да, но арбитр сделал все это правильно, вовремя остановил схватку, так что схватка продолжается. Видеопросмотр, только что я говорил, что можно остановить схватку, просмотреть на видеопросмотре. Повторно приглашается Никитин Роман, центр единоборств. Так просто. А можно перевести вот на этот татами, на второй? Какой татами? На второй. 46 килограммов шестовой, из Кефея готовится. И почему-то пауза происходит. Наталья Григорьевна. Халбадың да мынау сигнал. Сейчас. Ассистанты. Кырра сигналы var da. Қандай келеді екен? Қандай келеді? Победу одержал Никитин Роман, центр единоборств. Кран
Ну, сигнал где-то. Тохтивти. Шерстовой фестиваль. Алло. Не работает? Приготовиться 57 килограммов, девочки. Трифонова, Кумушбекова. 57 килограммов, девушки. Трифонова, Кумушбекова, приготовиться. Итак, в нашей комментаторской кабине произошла замена. Комментирует Лойк Игорь Викторович, заслуженный тренер, мастер спорта СССР. Значит, нам поступила такая информация, что на ковре сейчас борются Жуков Илья и Кондратьев Алексей.
Жуков Илья, город Магадан. 57 килограммов. Кондратьев Трифонов, Лукдар, Алексей, город Якутск. центр Динаморск. Оценочка в Азаре. Борцу Кондратьеву судья показывает. На татами судит Кельзин Степан Степаныч, судья первой категории, город Айхал. Дана команда Хаджиме. Приготовиться. Шамилова, Тимофеева. Шамилова, Тимофеева. 57 килограмм готовится. Вот произведен атака, бросок в плечо. Идет удушение. Дана команда Мате, потому что захват кимоно был сверху подбородка. Это запрещенный прием. Судья сразу же остановил схватку. Дана команда Хаджимы бороться. Выход за четвертьфинала. Вот сорвался бросок с упором стопы в живот через спину. В данный момент схватка остановлена. Напоминаю, что борец с белым кимоно Жуков Илья, борец с синим кимоно Кондратьев Алексей. Приготовиться. Шамилова, Тимофеева. Так, итак, произойдет остановка. Давай, Саша. Не, я сейчас приду, там пока идет схваточка. Ну хорошо. Так, идет второй день соревнований. На призы клуба Славутич борются юноши 2003-2005 год. Оба плечо с колена, но не получилось. Оценка не дана, потому что соперник упал на живот. Когда соперник падает на живот, оценка не дается. Не оценивается. Напоминаю, что борется вес юноши 60 килограмм. Борьба за четвертьфинала. Оба борца выиграли по одной схватке и борются за четвертьфинала. За выход в полуфинал. Борцу синим кимоно объявлено Шида. Первое замечание. Соромате. Соромате обозначает конец схватки. Победу одержал борец в синем кимоно Кондратьев Александр. И вышел в полуфинал. Город Якутск. Победу одержал Мишутин Андрей. Победу одержал Шамилова Елизавета. Сакасана. Вот видите, борцы пожали друг другу руки, поблагодарили. Ну и ритуально поклонились обои ковру. Ковер для дзюдоистов — это святое место. Утешительная встреча 66 килограммов. Кочебеков, Ященко. Судья показал замену. Смена арбитров. Смена судейской коллегии на татами номер 2. Выходит на татами номер 2 Хатамов Мустаким, город Якутск, клуб Самани. Судья республиканской категории нашей республики, дипломированный судья.
судил на всех всесоюзных соревнованиях, чемпионат России и так далее. Сам уроженец Таджикистана, но уже имеет российское гражданство и является нашим работником Республики Саха. После этой пары приготовятся девушки 70. Замечательный тренер, хороший судья. Всегда со всех турниров приезжал с оценкой отлично. Дана команда Хаджимы. Это весовая категория 73 килограмма, юноши. Борец в белом кимоно Загоскин Роман. Борец в синем кимоно Чистоедов Кирилл. В Азаре борцу с белым поясом Загоскин Роман тренируется в городе Мирном и приехал, представляет свою команду в город Якутск. Идет борьба за захват. Чистоедов Кирилл, город Якутск, СКА Славутич. Секундирует Летаем Вячеслав Владимирович. Дана команда Мате, остановили схваточку. Вот Вячеслав Владимирович подсказывает делать какие-то действия. Ну, сейчас посмотрим, как он чувствует свой тренера и слышит, что ему подсказывают. Идет борьба за захват. Соперники молодые, встречаются впервые на татами нашей республики. Хочу напомнить, что татами нам представляет замечательный стадион «Триумф», благодаря которому мы сегодня можем проводить такие прекрасные соревнования. Но в связи с еще до конца не закончившейся пандемией запрещено присутствовать родителям, только участникам и только организаторам сегодняшних соревнований. Родителям запретили присутствовать в связи с пандемией. Идет атака за захват. Вот взято обоюдный захват, идет подсечка отвлекающаяся. Одна, вторая подсечка. Соперники пробуют сбить из равновесия друг друга. Дана команда Мате. Сейчас будет последовательно наказание борцу в синем поясе Чистоедову Кириллу. Дано первое замечание Шидо за срыв захвата. То есть предупреждает его, что нужно бороться, делать захват и делать атаки. 70 килограмм. Федорова, Воробьева. Вот идет уже проверка выведения из равновесия, подсечки, захват. И оценки нету, потому что упал на живот вовремя. Сам атаковал и чуть не упал. Идет борьба за болевой прием. Ну, последовала от команды Мате остановить схватку. Напоминаю, что борцы юноши борются в весовой категории 73 килограмма. Кокарева. Султанова Кокарева, 70 килограмм готовится. Так, взят захват. Идет атака, плечо. Но прием
прием не оценивается, так как соперник не достиг конкретно спины или бока. Если соперник падает на бок, дается команда Вазари оценка. Если соперник падает на спину, дается оценка Иппон. Чистая победа. В данный момент он, как говорится, коснулся точки головы. За это ничего не оценивается. Идет атака, вот подхват был, подсад, но ничего не получилось. Соперники обоюдно готовые. Вот Вячеслав Владимирович уже перестал подсказывать своему ученику. Конец схватки. Вот видите, замечания за неведение борьбы. Чистоедов Кирилл проиграл, а выиграл Загвоздкин Роман. Загвоздкин Роман, напоминание, ученик города Мирного. Поздравляем, вышел в полуфинал. Победа присуждается Муравьевой Полине Магадану. В связи с обязанностью Приглашаются Халдеев Александр и Прокопьев Чинзоринг. Готовится Халдеев Алексей, Магадан Гаврилов Антон. В этой весовой категории борются два брата Халдеевы. Вот сейчас в данный момент представляет Халдеев Александр с города Магадана. Его соперник Прокопьев Чинзарик, Хангаласский улус, Республика Саха. В следующей схватке готовится Халдеев Алексей, также город Магадан, его брат. Борется с Гавриловым Антоном. Гаврилов Антон представляет Амурскую область. Данный встречу победу одержал Иванов Владислав. Так, судья сделал какое-то замечание в связи с подготовкой кимоно. Как вы заметили, что второй день соревнований, уже ребята борются по всем строгим правилам, потому что им выходить на большую арену требуется, соответственно, соответствие кимоно, чтобы правильно было по размерам, по всем стандартам, которые требуются по правилам дзюдо, международным правилам. Судья сделал обоим борцам замечание и заставил исправить ошибки в форме и одежде. Идет время. Ожидаем борцов. Если больше 3 минут после того, когда была команда Мате и сделано замечание исправить, борцы не исправят, будут обои сняты с этой схватки. И будет обоим объявлен проигрыш. Время идет. Судья поставил секундомер. Итак, Халдеев Александр, я так вижу, что он уже готов, вышел, готов полностью. Прокопьев тоже готов, вышел бороться со своим соперником. Пожелаем им удачи, посмотрим, кто готов лучше и сильней. Напоминаю, что Прокопьев Чинзарик, борец Республики Саха, Хангаласский улус. Вот была атака, бросок с упором стопы в живот. Но Прокопьев не сдается, атакует его на болевой прием. Пытается вставить ногу, перевернуть и сделать болевой прием. Но Халдеев Александр не дает. Дана команда последующая Мате. Остановили схватку и будут продолжение схватки. Команда Хаджиме. Началась снова борьба. Захват, бросок!
Не получился бросок, выход за ковер. Судья должен остановить схватку, но была, видимо, атака. Мы в данный момент не видим схваточки. Атака не остановлена. Судья, видите, дает возможность бороться. Вот дана оценка Вазари. Вазари зацепом изнутри. Борцу с белым поясом. Халдеев Александру. Да, показано, что посмотрите в телевизор. Мы тоже не видели этой оценки. И у него было какое-то пока... Суканова, Кокарева приглашаются. Все-таки оценили в долгом обсуждении, оценили оценку Халдееву Александру, оценку Вазари. Наш соперник, наш ученик с республики Шида Халдееву Александру за неведение борьбы. Идет атака на удержание. Прокопьев сопротивляется, пытается провести болевой прием. Обернул его в замок ногами. Как вы заметили, этот прием известно по армрестлингу. Знаете, что в боях без правил мы эти приемы там применяем. Поэтому те, кто занимается самбо и дзюдо, очень уверенно себя чувствуют по боям без правил. Вот он не дает ему встать, сбивает его в партер. Видите, ногами закрутил, опять его посадил в партер. Прекраснейший прием, но хотел ему сделать удушающий прием. Но соперник выдержал. Халдеев Александр выдержал. Да, Прокопьеву надо постараться, побороться, потому что он проигрывает оценку Вазари. За те предыдущие действия была дана оценка Вазари. Так, приглашается врач. А все же судья дал иппон за оценку Вазари. Все-таки был произведен удушающий прием. Удушающий прием. Видимо, участник в белом кимоно показал сдачу, похлопав. Судья принял это как сдачу. Обязательно надо поклониться. Ну вот видите, понятно, что был недоволен, но с судьей не спорят. Судья увидел здесь именно оценку сдачу. То бишь, наш ученик с Хангаласского улуса Прокопьев Чинзорик сделал удушающий прием, при этом проигрывал схватку в Вазари. Но Халдеев Александр удушающим приемом сдался. Приглашается также Халдеев Алексей, его брат, в этой же весовой категории 73 килограмма с города Магадана. И борется с ним Гаврилов Антон. Гаврилов Антон, Амурская область. Сразу чувствуется весовая категория. Ребята намного сильнее, повыше, пограмотней. Проведены уже профессиональные технические действия. Поэтому вот так происходит, что он не хотел, он даже не понял, что ему до этого сделали удушающий прием. Видите, остался почему-то недовольным. Но судья увидел проигрыш. Поэтому
победу одержал Прокопьев в предварительной схватке. Сейчас приглашается Халдеев Алексей, его брат Халдеева Александра, и в синем кимоно Гаврилов Антон. Халдеев Александр, напоминаю, у нас с города Магадана. Гаврилов Антон у нас Амурская область. Идет борьба за захват. Активное участие. Атака. Оп! Плечо с колен. И Вазари. Вазари. Судья оценил Вазари. Гаврилову Антону. Амурская область. Сразу видно, активный борец. Не дал расслабиться. Так. Захват за пояс. Обои борца взяли. Идет обоюдная атака. Пытается захват сделать. Оп. С упором не получилось. Оценки нету. Команда МАТЭ. Напоминаю, что лидирует у нас Гаврилов Антон. Замечание Шида Гаврилу Антону за пояс. За пояс нельзя держать больше 5 секунд без конкретной атаки. Судья увидел здесь меньше 5 секунд атаки не было. Оп. Пытался сделать плечо со стойки с падением, но не получилось. И перешел, сам попал на удержание. Вышел из удержания борец с синим поясом. Напоминаю, что он лидирует оценкой Вазари. Так, вновь пауза. Секундант изъявил спорный момент и хочет доказать, что в данный момент оценка неправильно была назначена судьей на ковре, арбитром на ковре. Вот они пытаются сейчас показать видео. В дзюдо это можно, то есть главный судья все решает в соревновании, если он разрешает спорные моменты оспаривать. Вот здесь присутствует в данный момент два тренера, один с Амурской области, другой с Магаданской. Они сейчас все вместе будут решать, 2 судьи и 2 секунданта, которые будут оспаривать, было действие или не было. Как вы видите, что 2 секунданта пытаются доказать друг другу, было действие или не было, но принимает все равно судьи решение. Вот видите, решение уже какое-то принято. Напоминаю, что у нас арбитр на ковре Хатамов Мустаким, город Якутск, клуб Самани. Пытается доказать секунданту, что оценка была. Но, как всегда, кто-то, конечно, недоволен, потому что дана была оценка. Хатамов Мустаким, судья республиканской категории, напоминаю, и с ним поспорить очень сложно. Оценка не изменена. Идет продолжение схватки. Вот плечо с колен, но не получилось. Было натаскивание на плечо с колен, но не получился. Прием не получился. Халдеев Алексей проигрывает. Уже идет последняя минута схватки. Все-таки Гаврилов Антон все-таки намного активнее. Пытается проводить схватки. Это с Амурской области. И вот видите, что-то секундант ему подсказывает, какие правильно захваты он
покивал головой и сказал, что понял. И готов производить атаки. Посмотрим, как он понял своего тренера, секунданта. Вот зацеп изнутри. Не получилось, сорвался захват. Также борец в белом кимоно пытался произвести переднюю подножку, тоже не получилось, сорвался. Продолжение схватки действует. Борец в синем кимоно, видите, растаскивает, хочет сделать ему плечо. Ну, тот сопротивляется, не дается. Борец с белым поясом, видите, стягивает партер, не дает бороться. Не дает делать схватки, сопротивляется и сам ничего не делает. Соответственно, последует замечание Шидо, борцу в белом кимоно, Халдееву Алексею. Пошла последняя минута, напоминается. Нужно бороться, нужно делать оценки. Вот идет зацеп изнутри, пытается борец в синем кимоно, плечо с колена, оценка в Азарии. Итак, 2 в Азарии. Соответственно, победил тот человек, который сделал 2 в Азарии. Дается иппон последующая. Чистая победа. Победу одержал Гаврилов Антон, борец в синем кимоно. Юноши, напоминаю, весовая категория 73 килограмма. Борец, приехавший к нам на соревнования с Амурской области. Поздравляем его, Антона, и поздравляем его тренера. И приглашается Тахтамыш Киселев Богдан. Борец в белом кимоно Тахтамыш, город Магадан. Борец в синем кимоно Киселев Богдан, город Мирный, Республика Саха. Обоюдные захваты. И атака на заднюю подножку. Ну почему отпустил захват? Прекрасно же зашел на заднюю подножку, мог бы выиграть. И сам сбросил захват. Опять обоюдный захват. Идет борьба. Подсечки, проверяются ноги. Выведение из равновесия. Наш борец ищет лазейку, как провести свой прием. Вот видите, всячески его контрит, обманывает. Вот показывает, как будто хочет сделать заднюю подножку. Оп, плечо с колена. Здесь тоже обманный финт. Стяжка в партер. Вот Тахтамыш перевернул, пытается провести удушающий прием. Но не дает ему Киселев. Видите, встали в стоечку, опять берут за обоюдный захват. Атака на переднюю подножку. Ну почему отпускаешь захват? Отпускает захват, не добарывается. Вот опять идет атака на удушающий прием, борьба за подбородок. Тахтамыш попытался сделать удушающий прием, перевел на удержание и сам же ушел с него. Теперь Киселев пытается произвести удержание команды Матео. Обои встают в стойку. Напоминаю, что весовая категория 73 килограмма. Борец в синем кимоно борется, представляет город Мирный, Республика Саха. Борец в белом кимоно, город Магадан. Чувствуется, что соперники принимали на выездах разную часть соревнования. Потому что если на белом кимоно вот такие нашивки видите, значит этот мальчик боролся на всесоюзных турнирах, также на чемпионате России и так далее, международных турнирах. Ну, наш попроще, в синем кимоно, не имеет пока нашивок. Видно, что еще
как говорится, сырой, молодой, но тем не менее пытается победить. Поэтому что-то попытался сделать бросок, не получился, втянулся в партер. Опять атакует Тохтамыш в партере, пытается провести удушающий прием. Видите, протащил. Оба взял отворот и пошел болевой прием. Идет болевой, удушающий прием идет. Душит. Интересно, сдастся или не сдастся. Судья сейчас должен рассмотреть и определить, правильно ли идет удушание или неправильно. Ведь я вижу отсюда, что идет удушание. Идет удушение, идет. Сейчас внимательно, все, сдача. Но вот видите, к сожалению, после пятой попытки борец из Магадана, Тохтамыш Владислав, провел свой коронный удушающий прием и выиграл эту схватку и вышел в полуфинал. Мы его поздравляем, его тренера. Но, к сожалению, Киселев на последних минутах, секундах сдался, к сожалению. Но пожелаем ему тоже успехов, удачи в дальнейшем и поработать над своими ошибками. Значит, в этой весовой категории 73 килограмма в этой схватке вышел в полуфинал Тохтамыш. Приготовиться девочкам. Аксинья Юрьевна, подойдите, пожалуйста, к судейскому столику номер 1. Данная встреча победа держала Абдулла. Зависла. То есть мне сейчас с Магадана звонят люди и говорят. А это в какой-то момент? Просто, да? На тайме приглашают Сикалиру и Дотова. Ну, блин, идет подтащик. Так, идет борьба в весовой категории 52 килограмма. Демченко, борец в белом кимоно, борец в синем кимоно, Шишкова. Шишкова победила, представляет город Мирный, Республика Саха. Приготовится Анисимова Алиса и Бекова Маке. Анисимова Алиса, клуб Дарк, Республика Саха, в белом кимоно, в синем кимоно Белова Маке, город Магадан. Напоминаю, что на татами номер 2 судит судья первой категории Кельзин Степан Степанович, город Айхал.
Быкова, Марка, Магадан. Готовится плюс 70 килограмм. И Розова, Тандарова. Ну вот сейчас будет интереснейшая схватка. Наша девочка в белом кимоно, клуб Дарк, тренируется у Лысак Оксаны. И Лысак Оксана подошла сама секундировать свою ученицу. Борец в синем кимоно на татами номер 2 весовой категории 52 килограмма. Бекова Маке, город Магадан. И тренер, и судья, и секундант тоже присутствует со своей ученицей. Готов подсказывать и готовить ее к схватке. Команда дана на ковер, на середину. Поклониться обязательно. И идет схваточка. Идет борьба за захват. Девочки борются. Оба бедро. Атака на бедро. Не получилось борцу в белом кимоно. Вот плечо со стойки. Но тоже не получилось. Нет, накатила оценочку. Оценку в Азаре. Судья показывает оценку в Азаре в белом кимоно. Анисимова Алиса, клуб Дарк, выигрывает оценкой в Азаре. Напоминаю, что ее соперница с города Магадана, Белова Маке. Вот еще бросок. Итак, 2 в Азаре и пон. Поздравляем Анисиму Алису. Победила 2 в Азаре. Да, спортивный клуб Дар. Поздравляем ее тренера и ее тоже. И она вошла в полуфинал. Но, к сожалению, Белова Маке, к сожалению, проиграла из города Магадана. Ну, пусть не отчаивается, пусть готовится почетче, получше. Ну и слушает своих тренеров и секундантов, как нужно правильно бороться. Приглашается на ковер весовая категория плюс 70 килограмм. Уже, как вы заметили, крупные большие девочки. Приглашаются Филизова Юля и Дандарова Нелли. Приготовиться 70 килограммов Федорова, Кокарева. 70 килограммов Федорова, Кокарева готовится. Приглашают также 81 килограмм. Функцию Кирилл, Полонцев Даниил. Приготовиться. Иванов Владислав, Руденко Кирилл. Победа присуждает Шанеева Елизавета Сахасанова. Но напоминаю вам, что на татами номер 2 борется плюс 70 килограммов девочки. Борец в белом кимоно Филизова Юля, клуб Славутич. Борец в синем кимоно Дандарова Нелли, центр единоборств. Оба борца с республики Саха. Борьба за полуфинал. Сильные девочки, более старшие. Каждый пытается атака. Происходит атака на заднюю подножку. Но нет, не получилось. Вот, снова на заднюю подножку. Ну, теперь сконтрили. Не знаю, будет ли такая оценка засчитана. Судья пока ничего не дал, никакой оценки, потому что была обоюдная атака. Идет борьба за захват. Вот захват, вот с упором, с подсадом хотела сделать через себя, но не получилось. Оценки нету. Так, стоп. Так, дана команда. Стоп, мате, и дана оценка в Азаре все-таки борцу с белым кимоно. Идет борьба за захват. Вот
Пробует борец с синим поясом заднюю подножку. Задняя подножка прошла, но оценки, наверное, не будет, потому что борец упал на живот. Приготовиться. Муравьева. Борец с синим кимоно сделал заднюю подножку, но идет борьба. Остановки, схватки не было. Захват. Вот опять под садом. Победу Снежного Кокарева Юрия. Так, судья не засчитал. Значит, ему виднее, оценочки не было. Опять захват со спины. На заднюю подножку до конца. И оценка в Азаре. Вот, пожалуйста, 2 в Азаре. И победила Филизова Юлия. Клуб Славутич. Мы, к сожалению, не увидели это окончание. Красивейшее. Поздравляем Филизову Юлию, клуб Славутич, Республика Саха, с победой. Она вошла в полуфинал. 2 в Азаре и выиграла схваточку. Поздравляем. Итак, завершается. Кулиев Никита, Каратаев Семен. Приготовиться. Распанов Максим, Вершутин Андрей. На татами номер 2, как вы заметили, борется весовая категория 60 килограммов. Юноши. Выход за финал. На татами номер 3 приглашается юноша до 35 килограммов. Чужие встречи. Кулиев Никита, Каратаев Семен. Готовится. Белокопытова Рустама. Так, идет борьба за выход за 3 место. Значит, в этой весовой категории юноши 60 килограммов 4 человека вышли за выход в финал. Остальные борются, проигравшие, и те, кто вышел за выход в финал, утешаются за 3 место. Сейчас борется Дроздов Тимофей, Кузьмин Олег. Так, борцу в белом кимоно объявлено Шидо, Амурская область. Кузьмин Олег. Кузьмин Олег, СКА Славутич. Но в данный момент мы не видим, как говорится, дальнейшие действия. Судья останавливает схватку и приглашает на середину ковра. Идет утешительная схватка. Борьба за выход за 3 место. В этой весовой категории 60 килограммов вышли в финал, полуфинал. Качан Юрий, Сев Сибирджон, Задихин Алексей и Кондратьев Алексей. Эти 4 борца будут бороться за выход в финал. А сейчас идет борьба за 3 место. За выход за 3 место. Утешиловка называется под дзюдо.
Приготовиться также за утешительную схватку Кайсенов Султан и Беляев Федор. Готовится к выходу за борьбу утешительной схватки. Судья показывает. Подошел главный судья соревнования, сделал какое-то замечание за то, что было нарушение, какое-то неправильное техническое действие. Идет обсуждение. Соперники ждут вынесения результата. Судья подошел, сделал замечание и сказал, что за кимоно, за край кимоно держаться нельзя и блокировать тоже нельзя. За это вообще-то хансоку маке делается, то бишь снимается со схватки. Ну, не знаю, видимо, судьи лояльные и хотят продолжить схватку. Вот сейчас ожидает решение главного судьи соревнования, по всей видимости. Хотят посмотреть видео, насколько было нарушение, правда. Судья тоже на ковре может ошибаться. Поэтому главный судья вынесет окончательное решение, было нарушение или нет. Если нарушение было, то борец с синим поясом проиграет схватку и будет снят в дальнейшем состязании за утешительную схватку, за 3-е место. Идет пауза ожидания. В борьбе дзюдо запрещается брать за пальцы, за рукава, за край рукавов, за края кимоно, за штаны, за пояс не больше 5 секунд. Все вот эти захваты запрещены. И за это последует наказание. Наказание, соответственно, последует сразу проигрыш. Потому что это уже не шида, это уже хансоку маке. Ну, главный судья соревнований пытается все-таки посмотреть по видео, насколько было. Так, дана команда, судья разобрался, и дано команда, сейчас мы увидим. Вот судьи показывают япон. Я так понял, что борец с белым кимоно, все-таки было нарушение. Судьи разобрались и вынесли решение Дроздову Тимофею. Он вышел в дальнейшую борьбу за утешение, за 3-е место. Борец Амурской области, мы его поздравляем, есть шанс ему завоевать бронзовую медаль. Дроздов Тимофей вышел в дальнейшее состязание за 3-е место. Извини, победу одержала Муравьева Полина, Магадан. Приглашается Кайсенов Султан, Беляев Федор. Да, утешительная схватка в 60 килограммов, напоминаю. Кайсенов Султан, Центр единоборств, Республика Саха. Беляев Федор, Приглашается 90 килограммов. город Магадан. Кайсенов Султан, Республика Саха, Беляев Федор, город Магадан. Весовая категория 60 килограммов. Борьба, утешение за 3-е место. Тот, кто из них выиграет, будет бороться в последующем с Дроздовым. Это тот, который перед вами только что выиграл. Выиграл за счет замечания и наказания.
Беляев, Магадан. Готовится Неиматов, Акопян. Оба. Бросок через бедро с захватом за спину произведен Ипон. Победу держал Беляев. Победу одержал Беляев Федор. Беляев Федор, напоминаю, у нас представляет клуб город Магадан. Данная встреча победу одержала Остапова Яна. Центр единоборств. Акопян, клуб Славутич. Нематов Амир и Акопян Вардан. Спортивный клуб Славутич. Приготовится утешительный сладкий Нематов Амир, центр единоборств, Республика Саха. Чистоедов. Акопян Вардан, спортивный клуб Славутич. Сейчас все армяне болеют за своего ученика Бары ЗС. Мы с ними поздороваемся на их языке. Пожелаем им, обоим участникам, только честной борьбы и честной победы. Идет борьба за захват. Чувствуются соперники сильнейшие. Оба готовы были бороться за золотую медаль, но, к сожалению, проиграли по каким-то обстоятельствам и вышли за утешение. Борьба за бронзовую медаль. Выход за бронзовую медаль. Стяжка в партер. Акопяну Вардану сделано замечание. Шидо. Оба подсад, но оценочки не получилось. Срыв в партер. Идет атака в партере. Судья дает команду мате и выход за ковер. Поднимает схватку. Оба борца с Республики Саха, с разных клубов. Атака на заднюю подножку, но не получилось. Опять в исходную принял. Растаскивает своего соперника, выводит из равновесия, но ничего не происходит. Конкретных действий нету, только одни атаки. Во время борьбы должна быть такая скорость, вот такие действия. Вот одна из интереснейших в этом возрасте и в этой весовой категории схватка. К сожалению, за третье место, за бронзовую медаль. Вот захват за пояс. Пытается произвести с падением, накатом бедро, но не знаю, здесь судья показывает какую оценку вроде. Не можем понять, была ли оценка или не была. В Азаре борцу с белым кимоно дается. Нематову Амиру. Ну, Акопян пытался сделать бросок, но не получился. Сделал ножницы и выхватывает, пытается сделать болевой прием. Ну, судья поднимает схватку, так как был отрыв от ковра. Время есть, можно еще отыграться. Это еще... пытается захват, прием, и не получилось. С подсадом, с упором стопа в живот, но не получился прием, потому что соперник перевернулся на ноги. Напоминаю, борцы борются юноши 60 килограмм. Лидирует Нематов Амир оценкой в Азаре. Здесь Приготовится 46 килограммов. Гаврилов. идет спор. Гаврилов и Сипиев 46 килограммов приготовится. Здесь вот подбежал секундант
оспаривает действие, пытается доказать, что не было никакой оценки, но судья сам хотит убедиться и выяснить, была оценка или нет. Арбитр на ковре. Ну, снова мы возвращаемся к видеозаписи и пытаемся выяснить, была оценка или нет. Но, к сожалению, видите, вот такие приемы, которые не совсем откровенные, когда видно, что была оценка или нет, а все это была такая обоюдная возня, поэтому и приемы все были оценены неуверенно. Поэтому возвращаемся к видеозаписи и хотим убедиться, была оценка или нет. Если была оценка, то 2 Вазари победу одержит тогда не Иматов Амир. Если не было оценки, но все равно Акопян в данный момент проигрывает оценкой Вазари. Вазари это обозначает полпобеды. Идет волнение обоих участников. Обои понимают, что у кого-то есть шанс победить, у кого-то уже шансы заканчиваются. Судьи доказывают друг другу, что была оценка и падение именно на плечо, на бок. Ну, мы ждем решения судьев, какое решение они примут. Вот видите, боковой судья показывает, что было падение на живот, бок и живот. Если бок спина, то оценка Вазари. Если бок и живот, то здесь могут недооценить и не дать оценку. Идут бурные дебаты. Присоединился здесь Летаин Вячеслав Владимирович. Пытается выяснить, так ли оно было, как решил арбитр на ковре. Вот 4 судей решает, было ли решение правильно принято или нет. Напоминаю, что это идет борьба за медаль, за выход медали за 3-е место. И победитель в этой схватке будет потом последующий бороться с Жуковым Ильей. Жуков Илья — это у нас город Магадан. Тот, кто победит сейчас в этой схватке, будет потом в дальнейшем бороться за бронзовую медаль с Жуковым Ильей. Жуков Илья сейчас внимательно изучает схватку, смотрит своего дальнейшего соперника, кто из них победит. Соперники обоюдно одинаковы. Малейшая ошибка, малейшее спортивное действие приводит, конечно, к проигрышу. Нельзя сказать, что кто-то из них лучше или сильнее. В данный момент кому как повезло. До сих пор идут дискуссии. Мы ждем конкретного решения. Но напоминаю, что в данный момент Акопян Вардан, к сожалению, проигрывает одним броском, оценкой Вазари. Время, конечно, остается очень мало. И будет решено, дадут шанс отыграться или нет. На тайм приглашается Абдулакова Газина, Буйкова Дарья, приготовиться, Федотова, Фетушенко.
нас затянулось, конечно, обсуждение, потому что бросок был нечистый. И поэтому происходит, как говорится, каждая деталь, каждый момент, каждое мгновение определения в захвате. Так, оценку. Значит, оценку не дали, не засчитали. Оценка не засчитана. И, видимо, по всей вероятности дадут продолжение схватки. Да, как я вам говорил, дана продолжение схватки. Борец в синем кимоно проигрывает. Видите, как белый борец в белом кимоно не борется, не дает борьбы. Ползает на колени для того, чтобы не дать борьбу, не дать отыграться. Специально тянет время, не дает Акопяну отыграться. Вот захват, бросок, ну видите, не получилось, опять сорвался. Ну дальше, до конца, вот, пожалуйста, в Азаре. Вот сейчас уже, вот, пожалуйста, за последние секунды, на последних секундах победу одержал Акопян Вардан. Судья дал иппон. Вот видите, опять отменили иппон. Но судьям видней. В данный момент дана оценка в Азаре. Это теперь дают обоим борцам проявить конкретно, кто из них лучше и сильнее. Я, как вам и сказал, что борцы одинаковые, обоюдно активные, обоюдно опытные. Но последние секунды, кто сделает оценку? Стоять нельзя. Вот видите, постоянно атакует Акопян. Вот переворот. Переворот на удержание не получился. Также работает и Матов. Чувствуется, что он завелся и готов доказать, что он сильнейший. У него был такой шанс. Но, к сожалению, он тоже сделал такую же ошибку. Упал на оценку в Азаре. Идет борьба за захват. Оба борца боятся рисковать, но все-таки Акопян пошел на заднюю подножку, но не получилось. Выход за ковер. Должна быть команда Мате, но почему-то не последовало. Вот только сейчас дал команду Мате судья. Да, ну, конечно, хотелось бы нам открытой, уверенной борьбе увидеть Шидо, данному борцу с синим поясом. Идет борьба. Итак, прозвучал гонг. Сейчас будет вынесено решение, кто же все-таки в дальнейшем будет оспаривать бронзовую медаль и выйдет на участника Жукова Илью, город Магадан. Я так понимаю, что назревает Golden Scored. Обоим борцам было сделано замечание по Шидо и по оценке в Азаре. Поэтому, можно сказать, ничья. Но будет дано дополнительное время, Golden Scored. И обои соперники будут бороться до первого замечания или до первого броска. Да, как я вам и сказал, подтверждается Golden Scored. Идет активная атака. Ну, подсечки, атаки на задней подножке. Ну, как вы видите, что более активно борется Акопян. Но Нейматов Амир тоже не подарок. Он готов в любой момент показать, что он может. И вот оценка. Вот видите, как я вам и сказал. Стоило было Акопяну немножко расслабиться. И вот, пожалуйста, Нейматов Амир доказал, что он в этой схватке сильнейший. Ну, честно говоря, так нельзя прощаться со своими соперниками. Нужно достойно проигрывать, быть превыше всего. Культура дзюдо требует от нас дисциплины.
Ну, неправильно так, прощание такое произошло, некрасиво. Судья, конечно, пропустил это, но по большому счету нужно было предупредить и наказать. Итак, в этой схватке за 3-е место вышел Нейматов Амир. Поздравляем его. Республика Саха, клуб единоборств. Итак, борется весовая категория 73 килограмма. За 3-е место Маркулов Денис, Чистоедов Кирилл. Юноши 73 килограмма. В их весовой категории было 13 участников, 13 человек. Меркулов Денис, город Магадан. Чистоедов Кирилл, спортивный клуб Славутич. Удержанием так, непонятно здесь какие-то оценки. Приглашается было Добротова Светлана, Токарева Юлиана. Борец в синем кимоно, по идее, должен был сделать удержание, дана оценка ИПО, но в данный момент судья свое решение какое-то хочет вывести. Значит, Чистоедову Кириллову дана оценка в азаре. И продолжается схватка. Меркулов Денис, город Магадан. Чистоедов Кирилл, спортивный клуб Славутич, Республика Саха. Борец в синем кимоно, Республика Саха. Борец в белом кимоно, город Магадан. Вот борцы взяли захвата за пояс подсадом. Через себя, но не получилось. Идет попытка партера на удержание. Опять срыв. Соперники подняты в схват, в стоечку. Борьба за выход за 3-е место. За бронзовую медаль. Ну, вот здесь взято захваты, отвлекающие подсечки. Плечо с колен, но до конца, видите, не тянул, не вывел до конца из равновесия, поэтому соперник не упал, а только сконтрил. Атаку проводил Меркулов Денис. Белым кимоно. Напоминаем, синенького Чистоедов Кирилл, СКА Славутич. Меркулов Денис, город Магадан. Белым кимоно. Вот идут отвлекающие подсечки, выведение из равновесия. Обои борца устали. Вот плечо с колена, но не получилось, срыв захвата. Идет удержание. Идет удержание. Удержание держит борец в синем кимоно Меркулов Денис. О, стоп. Чистоедов Кирилл. Кирилл делает удержание и оценка ИПОН. В азаре, авасет ИПОН. Мы поздравляем Чистоедова Кирилла. Спортивный клуб Славутич вышел в дальнейшем борьбе за медаль в Утешиловку. 56 килограммов юноши. Борьба за бронзовые медали. 66 Также поздравляем Лященко, Гаджимуратов. и Кирилла, и спортивный клуб Славутич, его тренера, что все-таки есть надежда завоевать бронзовую медаль. Приглашается на ковер весовой категории 73 килограмма Кумратов Эмир, Халдеев Александр. Борьба также за утешительные схватки за 3-е место.
Произошла смена судьев. На ковре судит судья республиканской категории Хатамов Мустаким, город Якутск. Клуб Самани. Хатамов Мустаким судьей уже судит на протяжении 10 лет в Российской Федерации. Выезжал на многие соревнования, международные, республиканские, всесоюзные, всероссийские, а также российские турниры. Имел отличную, как говорится, всегда оценку. И в данный момент будет судить вот эту схватку весовой категории юноши 73 килограмма. Второе татами. На ковер приглашается Кумратов Эмир, Халдеев Александр. Кумратов Эмир, город Магадан, борец в белом кимоно. Халдеев Александр, город Магадан. А оба борца являются из города Магадана. Но пожелаем им успехов. Как говорится, есть шанс у них одному из двух в дальнейшем оспаривать за бронзовую медаль. Оба участники из города Магадана. Идет борьба за захват. Проверка. Вот взяли обоюдные захваты. Оп, подсад не получился, перейти в тяжко в партер и переход на болевой прием. Отличная комбинация, но болевой прием не получился. И идет борьба уже на удержание. Халдеев обвил ногу, дал понять, что удержание не получится. Произведена оценка мате, и обои борца поставлены в стойку. Также последовал хаджиме. Идет борьба. Борцы знают друг друга. Видно, что не хотят рисковать. Каждый ищет свой захват. Вот атака. Атака с падением. Было на переднюю подножку, но ничего не получилось. Был срыв захвата, и прием не получился. Вот односторонний захват. Ну а также, опять же, прием не получился, потому что не было выведения из равновесия. И была откровенная попытка на прием. Поэтому соперник с контрилу не дал сделать прием. Но, к сожалению, мы сейчас не видим. Здесь идет борьба в партере, пытаясь сделать удушающий прием, но прием не получился, и оба борца были подняты в стойку. Команда хаджиме последует продолжение схватки. Захват за отворот. Оп, плечо со стойки, плечо с колена, молодец. Отличная комбинация, но, к сожалению, до конца не сделана. Но попытка была приема очень быстрая и энергичная. Халдеев здесь был намного эффективнее, намного скоростней, чем Кумратов Эмир. Вот судья дал возможность поправиться и продолжить схватку. Видите, обои борца знают друг друга, с одного города Магадана, неоднократно встречались друг с другом, поэтому знают все хитрости каждого своего соперника. Но тем не менее никто не хочет уступать, каждый хочет победить своего соперника и пытается провести улучшенную атаку. Или прием, или болевой, или удержание в партере. Судья дает возможность поправиться, но после этого, возможно, будет замечание. Нет, все-таки не было замечания, дал поправиться. Дал возможность лучше брать захваты и увидеть приемы на оценку. Борец в синем кимоно взял захват, борец в белом кимоно пытается сделать подсечку.
Вот идет обоюдные атаки. О, подсадом с опором по животе получилось. Вот в партере оббил ногу. Сейчас будет последовательно команда Мате в стойку. Борец нет, все-таки сорвал ножку и пытается. Нет, команда Мате. Ну, понятно, что в этой ситуации очень сложно сделать какие-то действия угрожающие. Так, поправится. И дана команда в белом кимоно Шидо за неведение борьбы. Что давно уже назревало, но участник, видимо, не увидел желания, так сказать, и последовательного наказания судьи. После замечания Шидо участник белого кимоно должен активно проявить атаку, но что-то опять непонятно было произведено. Видно, что нету желания победить своего соперника. Более активнее здесь выглядит в схватке борец с синим кимоно Халдеев Александр. Напоминаю, что в этой схватке победитель выйдет бороться за участие, за медаль, за бронзовую медаль Чистоедовым. Вот оценочка Иппон, как и следовало ожидать. Как я и говорил, что тот, кто активней и смелей, добивается успеха. Победу одержал Халдеев Александр, город Магадан, и вышел бороться за бронзовую медаль. Выходит на соперника Чистоедова. Поздравляем Халдеева Александра, его родителей, его тренера, его самого, что в тяжелейшей борьбе, хоть и со своим старым, так сказать, знакомым, он одержал победу. Данный спорт выведен Там приглашаются Селезнева Александра, Леонтьева Анастасия. Приготовиться. Девушки. Итак, борются девочки. Золотого Дарья, Сакушенко Милана. Так, борются Демченко, центр единоборств, и Бекова Маке, город Магадан. Борец в белом кимоно Демченко, борец в синем кимоно Бекова, город Магадан. Приготовиться Шишкова, Анисимова. В следующей схватке девочки у нас также готовятся бороться. Напоминаю, что девочки борются 52 килограмма. У них круговая система. Проигравший еще не говорит о том, что он проиграл. Он может и выиграть. Идет удержание. Идет удержание. Удержание проводит Бекова Маке, город Магадан. Удержание засчитано и объявлен Иппон. Победила в этой весовой категории 52 килограмма Бекова Маке, город Магадан. Поздравляем ее тренера, а также ее родителей. Она очередной раз завоевала очки, и есть шанс у нее завоевать медаль. Напоминаю, что у них круговая система. Кто больше одержит побед, тот и завоюет золотую медаль. А все участницы здесь чемпионы и призеры, потому что у них 4 человека. То бишь, а у нас, как вы знаете, в дзюдо первое место, второе место и 2 третьих, поэтому все участники медалисты.
Приглашается Шишкова, Анисимова, борец белым кимоно Шишкова, борец синим кимоно Анисимова. Анисимова Алиса, клуб Дарк. Шишкова, Мирницкий район, Республика Саха, обои участники с разных клубов. Сейчас внимательно идет борьба за захват. Также, конечно, волнуются секунданты, тренера, родители, дедушки с бабушками. Каждый переживает за свою внучку. Вот идет причес со стойки, пытается сделать бросок, но не получилось. Произошел контрприем, идет удержание. Вот видите, сама залетела на удержание. Удержание ушла с удержания. Молодец. После этой пары приготовится Тимофеева Светлана, Кумушбекова. Идет борьба в партере. Дана команда Мате. И девочки расходятся по своим углам. Продолжение будет схватки. Дана команда Хаджиме. Идет борьба. Анисимова берет захват. Шишкова берет захват. Нет, опять разорвались. Вот Анисимова первый атакует с падением на переднюю подножку, с захватом за рукав. Но что-то не получилось. Опять бросила захват. Видите, до конца не дотянула. Секундант пытается подсказать. Один и второй своим участникам, своим ученикам. Но что-то девочки не слушают, работают по своей отработке. У каждого есть своя заготовка, у каждого есть своя комбинация. Оба опять плечо со стойки перед... Ну, молодец, ну до конца надо было накатить. Докатила до конца и получила достойную оценку в азаре. Идет удержание. Идет удержание. Я напоминаю, Анисимова Алиса, клуб Дарк. Тренирует у нее Лысак Оксана. Вот видите, Шишкова не сдается, обернула ногу, но тем не менее ушла с удержания. Анисимова пытается накатить на удержание. Захват свой не отпускает. Нет, удержание не идет. Дана команда Мате, обои девочки встают в стойку. Анисима лидирует оценкой в азаре. Шишкова должна подумать, как отыграться. Время идет. Каждая минута и каждая секунда на счету. Судья напоминает, что нужно бороться, сделать шаг вперед. Идет борьба за захват. Мы слышим подсказку Лысак Оксаны, которая подсказывает, как действовать в этой ситуации. Взят захват. Идет работа, пытается обмануть и атака. Еще раз обои взяты захваты, но атака. Шишкова не получается сделать прием. И здесь передала инициативу, взяла в свои руки Анисимова и сделала оценку на япон. Молодец, Алиса. Мы тебя поздравляем. Ты выиграла эту схватку. Поздравляем тебя, поздравляем твоего тренера, секунданта, всех твоих друзей, а также твоих родителей, которые сейчас волновались и также переживали за твой успех, за твою победу. Ну, Шишкова пусть не переживает, все еще впереди. Боролась она очень хорошо, у нее еще впереди есть схваточки, поэтому город Мирный все равно без медали не останется. Напоминаю, что в этой весовой категории 4 участника, все получают медали, вне зависимости, кто как отборолся. Кто отборолся лучше, выиграл больше, завоюет золотые медали. Кто чуть похуже, серебряную, а также 2 бронзовых. Поэтому девочки без медалей не вернутся. Так, братан. Данная встреча задержала
Скалеева Адриана. Победу держала Тимофеева Светлана. Лет 2. Приглашается Пирников Александр, Брюханов Максим, 90 килограммов. Виталий Борисовна. Борются девочки Дамдарова Нелли и Ли Байана. Борец с белым кимоно Дамдарова Нелли, Центр единоборств, Республика Саха. Ли Байана, также Республика Саха, город Нюрба. Напоминаю, что девочки борются за лучшую медаль, так как у них всего 4 участника, и поэтому девочки без медали не останутся. Но сейчас выясняют, кто из них сильнее, кто из них лучше. Вот идет удушение. Следующие у нас будут утешаться мальчики 60 килограммов, Дроздов, Беляев. Приготовиться. А борются девочки сейчас на татами номер 2 за лучшую медаль, за золотую, можно сказать, медаль. Идет плечо с колен, но не получилось, так как руками до конца не дотянула. Дана команда Мате. Оба участника Республика Саха. Белым кимоно Центр единоборств, город Якутск. Синим кимоно город Нюрба. Оба борца Республика Саха. Оба задняя подножка. Ну, кто кого придет? Но ничего, видите, не получилось. Зашагнула одна, все-таки перетянула другая. Но оценки нет, так как реально не было. Но вот сейчас, если накатит, то могут и дать оценку. Нет, оценки нету. Все-таки удержалась. Не дала сделать. Напоминаю, борец с белым кимоно Дамдарова Нелли, клуб единоборств, город Якутск. Борец с синим кимоно Ли Байана, город Нюрба. Я представляю, как сейчас вот Нелли пытается зайти на заднюю подножку, и оценку в Азаре. Судья все-таки осмелился дать оценку в Азаре. Дамдарова Нелли сейчас лидирует оценкой в Азаре, город Якутск. Ну, город Нюрба сейчас переживает за свою девочку. Итак, удержание засчитано. В Азаре Васет Ипон победу в этой весовой категории среди девушек заняла Дамдарова Нелли. Город Якутск, клуб единоборств, Центр единоборств. Молодец, мы ее поздравляем, ее родителей, тренера, секундантов и всех ее одноклассников за то, что в их школе учится такая прекрасная девочка Дамдарова Нелли, которая победила в этой такой сложнейшей схватке среди участницы Ли Байана из города Нюрба, которая ни в какую не хотела отдавать победу и свой проигрыш. Но ничего страшного, все еще впереди. Будет работать над ошибками. У них там прекрасные тренера работают, которые научат, как побеждать. И я хочу сказать, что из города Нюрбы у нас очень много хороших, прекрасных девочек, которые сегодня борются за Республику Саха, борются на чемпионате России, приносят нам золотые и серебряные медали, а также на международных турнирах. Поэтому Нюрба у нас, как говорится, дзюдо поставлено уже много лет. Так,
приглашаются мальчики. Борьба за бронзовую медаль. Дроздов, Беляев. Оба подсад, но не получилось. Пытается делать бедро, тоже не получается. И здесь кто вперед? Такой подсад, молодец! Итак, Беляев сделал контрприем с подсадом и завоевал 3-е место, завоевал бронзовую медаль. Поздравляем! Будет бороться за 3-е место. Приглашается Немятов, центр Единоборств, и Жуков. В этой схватке После этой пары приготовится Гаврилов Антон. победил Беляев. И приготовится к борьбе за выход в финал. Качан Оев. Беляев у нас из города Магадана. Приглашается Найметов, Жуков. Найметов у нас Республика Саха, Центр единоборств, клуб Центр единоборств. Приглашается также в синем кимоно Жуков Илья. Жуков Илья у нас представляет город Магадан. Ну, сейчас весь город и вся республика будет переживать и волноваться за борца Найметова, так как он представляет Республику Саха. Но весь Магадан будет переживать за борца Жукова Илью. Просьба готовиться заранее. Мы не знаем, кто из них победит, но оба борца готовы победить друг друга. Будут биться до конца и бороться со всем своим спортивным интересом. Борцы готовы, вышли на середину. Дана команда Хаджиме, пошла борьба. Идет проверяющий захват. Атака, захват. Обои взяли, пошла атака. Жуков производил первую атаку. Борец в синем кимоно. И дана оценка в азаре. Переворот на партер. Мате. А кто в азаре сделал? Ребята, а можно посмотреть встречи? Как вы понимаете, идет борьба за бронзовую медаль. Соответственно, оба соперники готовы. Каждый из них равен друг другу. Поэтому каждое действие, оценивающее арбитром на ковре, просматривается с 4 сторон. Поэтому предыдущую оценку секунданты оспаривают. Поэтому идет рассмотр опять по видео. И смотрят, была оценка или нет. Если подтвердится, что оценка была, значит оценка будет в азаре. Вот собралась 4 судей, главный судья плюс представитель, президент клуба Славутич. Хотят посмотреть, была ли оценка или нет. Вот тщательно рассматривают. Чем дзюдо интересно? Тем, что засудить участника очень сложно. С 4 сторон идет видеонаблюдение. Также арбитр на ковре, плюс 2 помощника. Поэтому
все судьи во внимание, и если есть разногласия, обязательно приходят, как говорится, к современным технологиям и убеждаются, правы они или нет. Ошибки, конечно, может сделать любой судья, но тем не менее в данный момент явности не видно было в борьбе и броске, поэтому лучше, как говорится, убедиться к новым технологиям, просмотреть по видео, было ли оно сделано правильно или нет. Судьи рассматривают и определяют. Напоминаю, что мальчики борются, юноши 60 килограммов. У них 12 участников. Борьба идет за бронзовую медаль. Борец в белом кимоно Найметов, борец в синем кимоно Жуков. Че, был бросок? Не было броска? Оценки нету, да? Значит, оценка отменена. Идет обоюдная также борьба. Оценок нет. Идет борьба за захват, причем с колен, но не получилось. Жуков Илья сделал попытку на причес колена, но оценки нету. Жуков Илья у нас представляет город Магадан. Найметов у нас борется центр единоборств. Центр единоборств, город Якутск, республика Саха. Идет борьба. Не сделано ни одного броска, только попытки. Идет атака за захват. Взят захват. Оп, плечо с колена. Но безрезультатно. Безрезультатно, потому что соперник не был выведен из равновесия. Плохо взял захват. Неуверенно. Скорость была, но не было грамотно технического действия. В этой схватке больше атакует Жуков Илья, как я вижу. Ну, идет борьба в партере. К сожалению, Найметов не очень активный. Поэтому, если дальнейшая будет такая схватка, Найметов может получить замечание, наказание, шидо. И это может последовать к проигрышу. Ну, секунданты, я вижу, подсказывают своим ученикам. Идут атаки. Оп! Опять была произведена атака на переднюю подножку, но не до конца. Команда Мате. Нет, все-таки команда Мате не последует. Идет удушение. Борьба в партере. Идет удушение. Но нет, срыв. Удушения нету. Дается команда Мате, оба борца будут подняты в стойку. Идет обоюдная борьба. Более активно ведет себя Жуков. Но тем не менее Найметов проводил сейчас атаку на удушение. Почему и Жуков, как говорится, потирает свою шею. Судья делает замечание секунданту за громкое высказывание и отправил его к судейскому столику. Оба секунданта опять хотят оспорить действия судьи, арбитра на ковре, так как не согласны с какими-то спортивными действиями, судейскими действиями. Мной приглашается главный судья соревнований для осмотра видеонаблюдения. Но, как мы видим, что участник держится за челюсть, дает понять, что ему делали неправильно удушающий прием, ломали челюсть. И, соответственно,
хочет добиться справедливости, наказания борцу с белым поясом, с белым кимоно. Но мы сейчас увидим, насколько это было так. С нашей комментаторской кабины мы все тонкости не можем видеть. Тем не менее, мне показалось, что борец с синим кимоно показал сдачу, хлопал по ногам. Но поэтому судьи и хотят убедиться в своей справедливости, чтобы вынести правильное решение, чтобы не было споров. Видите, до сих пор трет подбородок. Вот уже выяснили решение какое-то, пришли к единому решению. Мы сейчас увидим. Так, оценка в Азаре борцу с белым кимоно. Значит, лидирует борец с белым кимоно Нейматов, Республика Саха, клуб единоборств. Жуков Илья проигрывает из Магадана. Так, судья делает замечание обоим секундантам, что кричать и выпрыгивать нельзя на татами. В дзюдо это строго запрещено. Это не вольная борьба, это дзюдо. Здесь наказание сразу будет наказан участник, поэтому секунданты знают прекрасно об этом. Вот подсад был, но без наката. Если было бы чуть-чуть накат ближе к спине, то можно было дать в Азаре. Идет борьба в партере. Борец с белым кимоно пытается вытащить руку, но не получилось. Опять атакует. Берет захват. Ну вот видите, опять же неграмотность, не вставляя ноги, пытается одними руками победить своего соперника. Соответственно, дается команда мате. Видно, что нету явной угрозы, нету явной атаки, поэтому дана команда мате встать в стойку. Так. Пригласили все-таки врача. Что-то постоянно он держится за подбородок. Видимо, предварительно перед этим была все-таки нанесена травма участнику. Почему я увидел сдачу? Вот, поэтому сейчас, видите, участник оспаривает, что сдачи не было. Была продолжена схватка. Но борцу в белом кимоно дана оценка в Азаре. Он лидирует. Время подходит к концу. Жуков Илья должен, соответственно, принять меры. Или перевести на ничью, или выиграть схватку. Вот он чувствует, что он проигрывает, идет в атаку. И время. К сожалению, время окончено. Не хватило время отыграться. Да, эту схватку выиграл Нейматов. И вышел за третье место, за бронзовую медаль. Будет бороться за третье место. Так, борьба за выход в полуфинал. В весовой категории до 60 килограммов приглашается Качан Юрий. В этой весовой категории 60 килограммов приглашается Качан Юрий и Оев Собирджон. Оев Собирджон, спортивный клуб Славутич. Итак, в белом кимоно Качан, в синем кимоно Оев Собирджон. Качан Юрий представляет нам город Магадан. Оев Собирджон, спортивный клуб Славутич, Республика Саха. Сильнейшие борцы, активные. Вот атака была Оева, но не до конца, к сожалению, поэтому не оценена. Качан Юрий сейчас защищается. Оба борца поставлены в стойку. Вся Республика Саха и весь город Магадан сейчас переживает за своих учеников. Каждый из них хотит, чтобы именно их ученик выиграл. Идет борьба за захват. Идет атака.
Итак, подсечка, но не до конца. Ой, провел захват с подсечкой, но не довел до конца. Продолжается опять атака. Отекающая подсечка. Но почему отпустили захват? Почему не до конца доработал? Ведь Ой уже хотел сейчас сделать бросок. Взять 2 обоюдных захвата. Более активно Оев. Вот подсадом. Но не до конца. Видите, упал на живот. Если бы он сейчас довернул до конца, то можно было бы дать Вазари. Но в данный момент оценка не засчитана. Более активно борется Оев. Сибирджон, спортивный клуб Славутич. И как последовательно за неведение борьбы замечание Шида дано Качан Юрий. Качан Юрий, город Магадан, должен сделать, как говорится, поработать над своей ошибкой, более активно принять позицию и быстрее проводить приемы, иначе так можно проиграть. Взял односторонний захват, но пока действий нету. Перевел на двухсторонний захват. Оба борца взят. Подсада, ну чисто Вазари. Оценка Вазари. Молодец. Молодец, Оев. Спортивный клуб Славутич, Республика Саха. Как я помню, братья Оевы здесь тоже боролись на призы клуба Славутич. Так я понимаю, что это младший брат сейчас борется, подтверждает мастерство старших братьев. Борьба за захват. Вот идет борьба, обоюдные атаки, комбинации. Каждый участник пытается обмануть и бросить. Но сейчас будет наказание за захват, за неправильный захват Шида, борцу в белом кимоно, город Магадан. Качан Юрий проигрывает Вазари и 2 замечаниями Шида. Вот захват, бросок через... Вот это уже япон. Молодец. Молодец, Оев Сабирджон. Спортивный клуб Славутич. Республика Саха. Да, вышел в финал. Борьбу за золотую медаль. Поздравляем Оева, его родителей, тренеров, всех его друзей, бабушек, дедушек, за то, что он вышел за выход в финал. Спортивный клуб Славутич. Итак, вышли борцы. Задихин Алексей, Кондратьев Алексей. Идет обоюдная борьба. Когда я называю первого участника Задыхин Алексей, он, борец, обозначает, борется белым кимоно. Второй участник, вторым, когда номером называем, Кондратьев Алексей, борец в синем кимоно. Идет борьба в партере за удушание, удушающий прием, но пока угрозы никакой мы не видим. И последует, наверное, скорее всего... А нет, идет удушение. Идет удушение. Идет удушение. Удушающий проводит Кондратьев Алексей. Идет удушение. Судья, видите, не останавливает схватку. Значит, идет удушение. Все-таки Мате. Судья увидел, что удушения нет. И поднял в стойку. Более активно атакует Кондратьев. Задыхин Алексей представляет город Владивосток. Борьба идет за выход в финал. Напоминаю, что Задыхин Алексей, город Владивосток, белым кимоно. Кондратьев Алексей, Республика Саха. Борьба идет за выход в финал.
Тот, кто из них сейчас победит, будет бороться за золотую медаль с Соевым. Соевым Сабирджоном. Обоюдная атака. Пытается провести подсечки, вывод из равновесия, но ничего не получается пока. В данный момент активность, обоюдная активность обоих участников мы в данный момент сейчас не видим броска, но идет атака на плечо с колен. И оценки нету. Арбитр на ковре дает команду Мате. Мате Станецкий. Дана команда Хаджиме. Напоминаем, что идет борьба в весовой категории 60 килограмм юноши, где было 12 человек участников с разных городов. Магадана, Владивостока, нашей всей необъятной республики Саха, а также города Благовещенска. Борьба идет за выход в финал. Победу одержал Гаврилов Антон, Амурская область. Следующий финал. Борец в белом кимоно, город Владивосток, нам представляет. Борец в синем кимоно, республику Саха. Команда Мате. Оба участников боятся рисковать, но тем не менее каждый из них хочет победить. Приготовь чистоедов Халдеев Александр. Борец в синем кимоно из города Покровска. Оп. Чистоедов Халдеев Александр. Приглашается. Была попытка Задохина Алексея сделать прием, но Кондратьев Алексей сделал контрприем и поэтому не дал, сорвал срыв атаки. Борец в синем кимоно представляет республику Саха, город Покровск. Борец в белом кимоно представляет город Владивосток. Конечно же, сейчас все переживают за каждого, за своего участника. Мы пожелаем ребятам, чтобы они выиграли. Подсад! Подсад в белом кимоно. И вот еще очередная атака, но тем не менее нету конкретного окончания действия. Вот опять атака обоюдная, встречная. Оценок нету. Были только попытки на атаку, на приемы. Алло. Алло. Здравствуйте. Ой, извините, мне некогда, у меня сейчас соревнования. Вот атака на заднюю подножку и прием в Азаре. Вот как вы сейчас увидели, Задыхин Алексей из города Владивостока сделал прием в Азаре и на последние секунды выиграл схватку у нашего участника Кондратьева Александра и вышел в финал, борьбу за золотую медаль с участником Оевым. Оев представляет республику Саха. Технический перерыв на катание номер 2. На татами номер 2 объявлено перерыв. Здесь будут бороться за медали, конкретно за золотую и за бронзовую. Мы перешли на татами номер 1. Судит Джабаев Роман Борисович.
наш известнейший тренер, вырастивших много мастеров спорта, чемпионов Европы, чемпионов России. Как говорится, представляет сам судью республиканской категории, судивший неоднократно на чемпионате России, на международных турнирах, на Дети Азии и так далее. Очень знаменитый, популярный тренер, уважаемый. С удовольствием ходят к нему дети. И по сей день, на протяжении всей своей, так сказать, спортивной жизни, а эта жизнь уже порядка более 40 лет, работая с детьми, недавно обновил свой клуб, по новой набирает новых молодых девочек и мальчиков. И надеемся, что скоро его ученики, как мы знаем, снова дадут результат. Дана оценка в Азаре, борцу с белым поясом. В Азаре отменили. То есть обоюдная ничья, идет борьба. К сожалению, у меня нету протоколов сейчас, чтобы объявить, кто борется. Именно участников. Дана команда Мате. Идет борьба за медаль. Борьба за медаль, за бронзовую медаль, я так понимаю. Оп, причес колена, срыв, захвата. Борец в синем кимоно более активней. Сейчас был контрприем. Также идет команда Мате. Борется юноша 73 килограмма. Вот принесли мне протоколы. Идет борьба, утешительные схватки. Чистоедов Кирилл борется с Халдеевым Александром. Халдеев Александр у нас представляет город Магадан. Ага. Халдеев Алексей, Киселев Богдан. Приглашается Халдеев Алексей и Киселев Богдан. Киселев Богдан представляет Республику Саха, город Мирный. А в белом кимоно Халдеев Алексей, город Магадан. Опа-на, бросочек в Азаре. Какой прекрасный бросок проявил борец синий кимоно Киселев Богдан. С захватом за спину, с переворотом через бедро. И Киселев Богдан выигрывает оценкой в Азаре. Борец в синем кимоно. Борец в белом кимоно производит атаку на заднюю подножку. Но опять на заднюю подножку, выход за спину,
Выход за ковер судья показывает. И последует оценка. Оценка борцу с синим поясом Халдееву Александру. 2 в азаре. Он выигрывает и выходит на Тахтамыш. Если сейчас примут оценку в азаре, значит победу одержит сейчас Халдеев Александр. Халдеев Александр, Алексей вернее, Халдеев Алексей, это у нас город Магадан, и Чистоедов Кирилл, спортивный клуб Славутич. В белом кимоно Чистоедов Кирилл, спортивный клуб Славутич. В синем кимоно Халдеев Александр, город Магадан. Ну, здесь, как мы видели, что более активнее был, конечно же, Халдеев Александр. Ну, посмотрим, к чему придут наши судьи. Но, тем не менее, Чистоедов Кирилл упорно сопротивлялся, также активно атаковал, но, к сожалению, без результатов. Сейчас, конечно же, вся Республика Саха болеет за борца в белом кимоно. Он представляет спортивный клуб Славутич, город Якутск, Республика Саха. Но, тем не менее, не меньше переживает из-за Халдеева Александра, город Магадан, борец в синем кимоно. Вот решение судьи. И вынесено решение в пользу борца в синем кимоно. Победу одержал Халдеев Александр. Мы его поздравляем. Также поздравляем весь город Магадан, всех тренеров, участников, главу республики с ихним мальчиком, учеником, который одержал победу и вышел бороться за бронзовую медаль. Выходит он на соперника Тахтамыш. На татами номер 1 технический перерыв. Соперник Тахтамыш. Борьба за 3-е место. Представляет нас также город Магадан. То есть оба борца будут бороться за 3-е место. Однозначно кто-то из них завоюет бронзовую медаль. Итак, здесь конец времени на 3-м татаме. Объявлен технический перерыв. И мы уходим на технический перерыв. Смена судьи. На второй, да? Мы переходим на 2-й татами. Судья, как вы видите, Гамбадорш, судья республиканской категории из города Монголии, работает в нашей республике уже много лет, вырастил большую плеяду чемпионов и призеров. Сегодня его дети активно помогают в развитии дзюдо в нашем республике, популяризируют. Младший сын сегодня у нас является старшим тренером Республики Саха. Старший сын, младший сын в составе сборной России, как говорится, представляет Республику Саха в составе сборной России. Также борется как по самбо, так и по дзюдо. Также воспитавший много учеников, мастеров спорта. И всегда достойно представляет свой клуб. Все ученики, которые тренируются под его руководством, а именно в городе Жатае. Вот, поэтому всегда, как говорится, хорошо подготовлены, хорошо воспитаны, технически грамотны. Мы очень благодарны этому тренеру, этому судье за то, что он так активно, от всей души помогает нашей республике развивать наш вид спорта дзюдо и сделать его популярным в нашей столице. К сожалению, у меня сейчас протоколов нету, кто борется, не могу представить участников.
Но в данный момент атакует борец в белом кимоно. Идет утешительная борьба за бронзовую медаль. Как я понял по секундомерам, по секундантам, борец в синем кимоно представляет Республику Саха, потому что секундирует также тренер из города Покровска. Идет атака на удушающий прием. И представитель города Покровска делает удушение. Надеюсь, до конца. А нет, не получилось. Срыв захвата. Срыв захвата команда Мате. Вот как мы узнали, что борец в белом кимоно представляет город Магадан. Борец в синем кимоно представляет Республику Саха. Ну, здесь почему-то возникла какая-то спорная ситуация. А нет, ошибка. Значит, продолжаются схватки, борьба за третье место. Весовая категория 60 килограммов. Борец в белом кимоно Беляев. Борец в синем кимоно Неймытов. Борьба за третье место. Ну, оценка не засчитана. Была проведена атака и сразу переход на удержание. Да, Тань. Алло. Ну, я на соревнованиях, сейчас подъеду, если надо. А, ну все, сейчас подъеду. Угу. Давай. А после схватки? После схватки. Ну, после финала. Идет борьба за третье место. Идет болевой прием, но уход из болевого приема. Оба борца подняты в стойку. Весовая категория, напоминаю, юноша 60 килограммов. Борьба идет за третье место, за бронзовую медаль. Борец в белом кимоно город Магадан, борец в синем кимоно Республика Саха. Вот подхват, не получился, и контрприем на оценка в Азаре. Вот видите, как получается. Атаковал борец в синем кимоно, а сконтрил борец в белом кимоно. Борцу в белом кимоно дана оценка в Азаре. Борец в белом кимоно, напоминаю, у нас представляет город Магадан. Ребята с Магадана, видно, что хорошо подготовлены. Так, вот видите, оценки не последовало почему-то. Еще раз подхват.
Обоюдно идет атака борьбы. Секундант показывает своему ученику, как действовать во время схватки. Обоюдные атаки, срывы. На татами номер 1 приглашается Секундант у нас из города Покровска Чистоедов Тахтамыш. Борьба переживает за своего ученика в синем кимоно. Чистоедов Тахтамыш. Наш знаменитый тренер из города Покровска, который приехал из дружной нами Монголии, возглавили там клуб, готовят детей. Была команда Мате. Напряженная схватка. Оба борца боятся сделать ошибки. Вот идет плечо с колена, атака, зацеп изнутри, выход за ковер. После этой пары приготовится Киселев, Загвоздкин. Я представляю, каково сейчас Киселев, Загвоздкин. следить за этой схватки близким людям, родителям, тренерам, учителям, а также нашим уважаемым дедушкам и бабушкам, когда борются их внуки. Обоюдная борьба, плечо с колена, но до конца прием не доведен, поэтому нету оценки. Обоюдный захват. Борьба идет за бронзовую медаль. Задняя подножка, но не до конца. Но почему же не до конца? Вот видите, нету выведения из равновесия, поэтому нету оценки до конца. Сразу же контрприем. Пошел на атаку и сразу же контрприем. Чуть-чуть не улетел на оценку. Судья дает возможность поправиться. Впереди и сзади. Поправить пояс на кимоно. Ну и последовательно продолжить схватку. Время заканчивается. Надо поспешить. Кому-то отыграться, кому-то победить. Обоюдно взяты захваты. Идет проверка выведения из равновесия. Атака, подсечек. Вот белым кимоно подсекает ногу и до конца. Оценка. Вот она. Подсечка последующая с перекатом на спину. И последовала оценка иппон. В этой схватке в белом кимоно победу из Магадана одержал Беляев. Мы поздравляем весь город Магадан, тренеров, за то, что они подготовили прекрасного мальчика, за то, что он оправдал все их надежды, поездки в наш город Якутск на прекраснейший турнир на призы клуба Славутич. Поэтому поздравляем, желаем ему и всей их команде успехов. Приезжайте к нам, мы рады вас всех видеть, встречать, честно с вами бороться и достойно проигрывать, если коль так получилось. Поэтому наши ребята будут работать над ошибками с тренерами и в дальнейшем добьются успехов, надеюсь. Так как в этой весовой категории 60 килограммов у нас есть представитель ОЕВ, который будет бороться за золотую медаль. А соперник его будет Задихин. Поэтому Задихин у нас представляет Задихин Алексей, город Владивосток, а ОЕВ представляет спортивный клуб «Сакура», который, надеемся, подтвердит свое мастерство и выиграет в этой весовой категории, займет золотую медаль.
Также мы сейчас видим с вами борьбу за 3-е место. Борец в белом кимоно Нематов. Борец в синем кимоно Качан. Нематов Амир, Центр единоборств Республика Саха. Борец в синем кимоно Качан Юрий, город Магадан. В данный момент также оба участники активны, спортивны, технически грамотны. Каждый представляет свою республику. В синем кимоно город Магадан, в белом кимоно Республику Саха. Мы все болеем за этих участников. Хотим, чтобы выиграл сильнейший и победил сильнейший. В решении судьев сомнений пока никаких нет, споров нету. Заявления никто не подавал на оспаривание какой-то схватки. Все схватки протекают в усиленной спортивной борьбе. Слава богу, травм нету. Вчера прошли первый день соревнований, младшие юноши боролись, травм не было. Сегодня борются более старшие юноши. После всех юношей и юниоров будет абсолютно весовая категория заявлена на призы клуба Славутич. Напоминаем, что борец в белом кимоно Нематов, Республика Саха. Борец с синим поясом Качан, город Магадан. Оба борца боятся делать атаки, поэтому будет последовательно замечание за неведение борьбы. Но судья пожалел, продолжил схватку. Вот выход за ковер. Напоминаю, что весовая категория 60 килограммов, борьба за бронзовую медаль. Победитель завоюет бронзовую медаль. Поэтому каждое движение может привести к победе. Оценка в Азарии борцу с белым поясом. Оценка в Азаре была борцу с белым поясом. Напоминаю, что это Нематов Амир, Центр единоборств Республика Саха. Ну, какая-то произведена травма. Судья остановил схватку. Дается команда. Ну, ударил палец об захват. Выход за ковер. Ну, это явный выход за ковер. Сейчас будет нарушение, замечание борцу белым поясом. За выведение, за выход за ковер. И как и последовали, как я вам сказал, что выход за ковер, замечание Шида. Опа! Борец в белом кимоно попытался сделать подсад, но не получилось. Дано команда навстречу сопернику, не отступать. В дзюдо отступающий может, как говорится, признаться проигравшим. Поэтому всегда должна быть только вперед, только активность, только вперед. Идет борьба за бронзовую медаль. Вот так, вот она оценка. Но, к сожалению, мы с вами не увидели падения. Мы с вами не увидели падения, кто там из них произвел контратаку. Но, видите, оценку не дали. Ну, попытка на плечо с колена. Атака. Ну, понятно, что борец в белом кимоно выигрывает, поэтому не до конца проводит свои атаки, симулирует, отступает. Но борец в синем кимоно, видите, постоянно атакует. Но, тем не менее, не доводит свой успех до конца.
Я так думаю, что пора судье сделать замечание борцу в белом кимоно. Так, стоп. Остановка схватки, мате. Выход за ковер, но почему-то не показал замечания. Ну, в данный момент сейчас мы не видим атаку. Вот они перешли на середину ковра. Идет атака борца в белом кимоно и оценка в Азарии. Вот видите, атаковал Качан, а победил Неметов. И мы его поздравляем с этой победой. Неметов Амир, представляя клуб единоборств Республика Саха, завоевал 3-е место. Мы поздравляем его родителей, его родных, близких, коллег, учителей, всю его школу, а также всю Республику Саха с этой победой, с бронзовой, за достойной бронзовой медали. Но, к сожалению, Качан, видите, не согласился поприветствовать своего победителя в достойной победе. Все по-честному. Ну и ушел, не попрощавшись своим друзьям. К сожалению, с проигрышем. Это, конечно, мы сочувствуем, что так получилось. Но, надеюсь, примет во внимание над своими ошибками и больше так себя вести не будет. Будет бороться более четче и понятней. Итак, дорогие друзья, на татами номер 2 пауза. Я с вами прощаюсь. Комментировал Лоик Игорь Викторович, мастер спорта СССР, заслуженный тренер Российской Федерации. Желаю всем удачи, успехов на татами, всем выигрыша, здоровья и не болеть в нынешнее время. До свидания, до скорых встреч. Схватки продолжаются. Скоро будет финал.
смысле нету, да?
Борьба за первое место пройдет на татами номер 2. Судьям занять свои рабочие места. Приготовиться на татами номер 2 финальной встречи. Вес 50 килограмм. Юноши. Приготовиться Муховадзон, Шнайдер Виктор. Итак, дорогие наши болельщики, зрители, начинаются финалы 26-го традиционного турнира на призы спортивного клуба «Славутич». Первая финальная пара – это вес до 50 килограмм. В белом кимоно выйдет Мулоев Мухаммед Жон, это ДЮСШ, поселок Жатай. И, извините, 48 килограмм. Начинает с девочек, поэтому сейчас будут бороться сперва девушки до 48 килограммов. Степеева Арина, спортивный клуб «Дарк», и Леонтьева Анастасия, город Мирный. Итак, все внимание нам на татами номер 2. Девушки готовятся стать чемпионками этого турнира. Ну и, конечно, борьба будет очень интересной, насыщенной. И мы воочию увидим все технические приемы борьбы дзюдо. Итак, в белом кимоно Стефеева Арина, спортивный клуб «Дарк», в синем Леонтьева Анастасия, Мирнинский район, но это обе наши девочки. Идет пока позиционная борьба, захваты. Ну, я думаю, преимущество здесь спортсменки в белом, потому что она взяла хороший захват со стороны спины. И будет вот сейчас готовиться к техническим действиям. Девочки начинают выводить из равновесия соперника. Есть вот чистый прием. Я сказал, что очень хороший захват взяла Стефеева Арина и чистым броском япон добилась победы и стала чемпионкой весовой категории до 48 килограммов. Арбитр на татами Джабаев Роман, ветеран борьбы дзюдо, тренер, один из опытнейших тренеров нашей республики, воспитавший чемпионку в России Амонт Юлия. Амонт Юлия 2 года назад стала чемпионкой России до 21 года. И вот буквально 2 недели назад в городе Южно-Сахалинске проходило первенство Дальнего Востока по дзюдо до 23 лет, где Амонт Юлия стала чемпионкой. Вторые места заняли Капралова Диана до 57 килограмм, Алекминский район. Второе место заняла Саина Петрова, Намский улус с училища Олимпийского резерва. И Сайдына Петрова до 52 килограмма стала 3-м призером. Так что наши девушки заявляют себя не только на дальневосточных соревнованиях, но и на первенствах, чемпионатах России. 2 года назад, вот, в связи с пандемией, у нас не было много соревнований. Вот ввиду неявки Секушенко, это вес до 63 килограмма, Сикалеева Алена, спортивный клуб «Дарк», заняла 1-е место в весовой категории до 63 килограмма.
Сейчас мы посмотрим, кого у нас вызовут. 2 года назад наша республика радовалась успехами наших дзюдоистов. У нас были сразу 3 чемпионки России. Это Моисеева, Ефимова Карина стала до 18 лет чемпионкой России, Амонт Юлия до 21 килограмма, до 21 года, и чемпионка России среди взрослых стала Нюргуяна Никифорова, воспитанница ОР. Раньше она училась в школе 19 на птицефабрике. Вот стала чемпионкой России среди взрослых в городе Назрани. Это большой успех дзюдоистов России. Сейчас на татами весовая категория до 70 килограмм. В белом кимоно борется Муравьева Полина, Магаданская область. В синем Кокорина Юлиана, Амурская область. Ну, этот вес крупных девочек, борются уже наши приезжие гости. Поэтому тем интереснее, потому что наши дзюдоисты редко выезжают на соревнования. Есть бросок, контрприем назад спиной. Оценку япон дает, выигрывает эту схватку Муравьева Полина. Магадан становится чемпионкой весовой категории до 70 килограмм. И второе место занял Кокорина Юлиана. Вот очень быстротечные схватки в борьбе дзюдо. Уже 3 пары девочек отборолись. И сейчас будут бороться мальчики до 50 килограмм. Вызывается Мулоев Мухаммеджон. Это поселок Жатай, Дюша, поселок Жатай. И Шрайнер Виктор, спортивный клуб Дарк. Тренером в Жатае работает наш известный тренер, тоже ветеран борьбы дзюдо, один из старейших дзюдоистов республики, Бунтар Гамбадорш, который уже почти 30 лет дает азы дзюдо жатайским ребятам. Оттуда выросли очень много сильнейших спортсменов, дзюдоистов республики. Дальнего здесь, видите, одни японы. Здесь же также передней подножкой победу одержал Шрайни Виктор, спортивный клуб Дарк, и стал чемпионом. И вот на татами выходит весовая категория до 55 килограммов. Герасименко Никита, спортивный клуб Дарк, и Прокопьев Дилустан, Хангаласский Улус. Это тренер Прокопия Дилустана, тренер из Монголии Гансух Шагдар. Он уже тоже также работает который год в городе Покровске. И вот очень интересно, что монгольские тренера очень много помогали нашей республике еще в 90-е годы. И 2 тренера, уже 3 тренера работают на благо нашей республики. Сын Гамбадоржа, Дамдин Гамбадорж, является старшим тренером республики. И вот он ведет тех девочек, которые стали чемпионками России. 3-м призером России в прошлом году стала Лихота Ольга из Нюрбы. И в этом году нас порадовала также воспитанница Нюрбинской школы борьбы Иудина Полина, ставшая чемпионкой России до 70 килограмм. Сейчас эти девочки находятся на учебно-тренировочных сборах со сборной России. И буквально через месяц пройдут финал спартакиады России среди девушек и первенства России. Мы будем болеть за наших дзюдоисток. Все-таки они одни из сильнейших уже, не только на Дальнем Востоке, и показывают себя на России. Но сейчас мы видим белым поясом Герасименко Никита, он уже известный борец не только в республике, на Дальнем Востоке, занимается с маленьких лет, по-моему, даже с 5 лет. И считаю, что у него уже опыт борьбы почти 10 лет, он на татами. Так растут наши дети, растет мастерство наших юных спортсменов. И
Ну, мы видим уже класс подготовки таких спортсменов. Этот возраст, который сегодня борется на нашем татами, 5, 6, 7 года рождения, они будут бороться в октябре месяце на первенстве России, на первенстве Дальнего Востока. И первенство Дальнего Востока в октябре месяце пройдет в городе Нерюнгри. Сейчас идет подготовка, и федерация туда включилась, и Министерство спорта, и Министерство образования. Я думаю, что очень будет интересная борьба. Наших дзюдоистов очень много. И идет сейчас целенаправленная подготовка и отбор на эти соревнования. Также на татами судит Джабаев Роман. Ну, вот, тренер Юлия Амонтская, как вам говорил, чемпионки России. Пока технических действий нет. Тренер Герасименко Никиты Оксана Лысак, тоже наша бывшая воспитанница. В 90-е годы она начинала сама бороться, была маленькая, а сейчас уже вот воспитывает своих таких ребят, которые борются уже на больших соревнованиях. Но этот турнир 26-й традиционный на призы спортивного клуба «Славутич», который организовал президент клуба «Славутич» Литавин Вячеслав, его друг Игорь Лойк, он уже такой известный на Дальнем Востоке, традиционный, и мы вот буквально, может, на будущий год ребята мечтают сделать его всероссийским турниром. Идет удушающий прием, Герасименко сделал удушающий прием, и Прокопьев сдался. Но это говорит о мастерстве и опыте Герасименко. Как я говорил, он уже занимается почти 10 лет, если не больше. Ну и первое место занял Герасименко Никита, спортивный клуб «Дар». Мы поздравляем тренера Оксану Лысак. Ну и Прокопьев Дилстан, тренер Гансух Шагдар, тоже вот мы его поздравляем. И на татами весовая категория юноши до 60 килограмм, в белом поясе, белом кимоно Оев Сабиржон, это спортивный клуб «Сакура», и в синем Зудихин Александр, город Владивосток. Но сейчас за него будет болеть наш главный судья этих соревнований Власов Александр. Он привез тоже хорошую сильную команду. Но вот один из его воспитанников борется в финале с нашим Фабержоном. Спортивный клуб «Сакура» тоже основатель, кстати, вот этого клуба, сын Гамбадоржа, это Дамдин Гамбадорж. В нем работает, в этом клубе работают молодые тренера, как Гаврил Семенов, мастер спорта, 3-й призер России по боевому самбо, Алена Федула, в 90-х годах она была членом сборной команды России, была чемпионкой России, 2-м призером Кубка Европы. Так что вот этот клуб еще пока даст о себе знать, так как в нем работают опытные, сильные тренера. Ну и во всех клубах, которые находятся у нас в городе Якутске, работает молодежь. И со временем, конечно, мы увидим перспективных дзюдоистов, которые будут уже представлять нашу республику не только на дальневосточных, но и всероссийских соревнованиях. Ну и, думаю, мечтаем о мировом уровне. Кстати, эти соревнования обслуживает молодежь уже. Отрадно, что очень много ребят, мальчиков и девочек, которые начинают судить. Это можно отметить молодых будущих судей, которые, я думаю, будут представлять нашу республику со временем. Ну и сегодня они обслужили судейство на татами. Это Рысов Эльдар со средней школы номер 20, Стручкова Милана, также так как секретарь, и другие ребята, которые вот обслуживают эти соревнования. Так что у нас растет не только спортивная молодежь, но и сразу вместе с ними растут наше судейство, омоложается. Поэтому это очень отрадно. Пока я оценок не имею, это получил Шида за неведение борьбы у нас Оев Фабержон.
Поэтому борьба идет интересной. Пока технических действий нет. Но за выход в финал эти мальчики боролись по 4 круга, победили досрочно всех своих соперников. И мы вот видим, что они вот сейчас оспаривают звание сильнейших в своей категории до 60 килограммов. Жаль, что в связи с пандемией нет у нас болельщиков, нет таких громких криков, возгласов. На трибунах в основном сидят спортсмены, которые отборолись. Ну, пришли еще маленькие дзюдоисты, которые боролись вчера. Сегодня на турнире присутствует около 100 дзюдоистов, юношей и девушек. Представляет команды Владивостока, очень большую команду и делегат привезла Магаданская область, более 30 человек, Амурская область привезла, Владивосток. Так что очень интересная борьба. И наши спортсмены, дзюдоисты, набираются здесь опыта, не выезжая за пределы Якутии. Потому что за пределы республики выезжают более сильные спортсмены, добившиеся здесь на республике лучших показателей. Но в связи с отсутствием финансов выезжают только они, и то небольшой коллектив дзюдоистов. А остальные находятся дома, борются на своих местных соревнованиях. Но пока технических действий нет, мы смотрим, идет позиционная борьба. Атаку производит Зудихин Алексей, это бросок с колен, который не удался. И сейчас ребята опытные. И да, второй шида получает Тоев, Собержон, спортивный клуб Сакура. Это обычно дается замечание шида, это за неведение борьбы или за иные другие нарушения. Но нарушений очень много бывает. Судейство субъективное, но это наказывает спортсмен, чтобы в дальнейшем было чистое качество борьбы. Дзюдо — это борьба красивая, быстрая, быстротечная. И можно посмотреть такие интересные броски. Бросок на всю спину считается оценкой япон, это чистая победа. Бросок на пол спины или на бок считается оценкой вазари, это пол победы. А 2 вазари — это чистая победа япон. Основное время закончено. Дзюдоисты не имеют оценок, поэтому будет дано дополнительное время. Это golden score до первого технического действия или замечания. Но golden score, мальчики, если борются 4 минуты, то golden score они могут еще бороться 10 минут. Поэтому выиграет тот, кто выносливый, хорошо подготовлен. Они могут еще долго бороться. Вот мы сейчас посмотрим, это дополнительное время, golden score, кто из них более подготовлен, кто целеустремленно борется, у кого есть характер. Конечно, спортсмены за 4 минуты устают, а здесь все-таки надо выигрывать. Так, вот первую атаку делает у нас гость Алексей Зудихин из Владивостока. Если 3 атаки будут, то борец, который не атакует, получит замечание шида. Собержона уже 2 шида, и здесь, возможно, если 3-й шида, то он будет сниматься с соревнований, что называется хансока мака. Так, здесь такой момент был, что дзюдоист в белом кимоно падал почти на бок, но успел повернуться и упал на живот, поэтому оценок нет. Те, кто разбирается, смотрит сейчас наши выпуски, прямые репортажи, уже, наверное, разбираются в борьбе дзюдо, и они сами могут оценить технические действия, поболеть за своих спортсменов. Особенно, наверное, сейчас смотрят наши соревнования любителей дзюдо нашей республики всей. Поэтому мы пожелаем успехов, удачи нашим дзюдоистам. И, конечно, все болеют за своих
дзюдоистов. Ну, конечно, за гостей тоже надо болеть, если они показывают хорошую борьбу. Все-таки технические действия, красота бросков, ну, это в пользу только дзюдо, а не лично какого-то спортсмена. Поэтому от этого выиграет только борьба дзюдо. Так. Здесь преимущество захвата у нашего гостя из Владивостока. Вот он будет готовит прием, зацеп из нуб 3, но здесь идут обманные действия, выводение из равновесия, комбинации. И, конечно, Оев Сабиржон, он тоже опытный дзюдоист, тоже занимался с малых лет, почти с 1 класса. Вот эти дети, которые начали ходить в 1 класс, начали осваивать борьбу дзюдо, они сейчас вот уже борются на уровне, ну, можно сказать, кандидатов в мастера спорта. Многие из наших спортсменов имеют отличия своеобразные. Новички одевают белый пояс, дальше идет у нас градация: желтый, зеленый, оранжевый, синий пояса. Это по мере годов обучения. Сразу можно узнать, если дзюдоист выходит с каким-то поясом, то уже известно, что он сколько лет занимается и какой опыт имеет. Поэтому многие новички, как увидят пояс какой-нибудь на своих соперниках, они уже, конечно, маленько побаиваются. Но на то и борьба, что бояться никого не надо. Надо только верить в себя, в свои силы и ту техническую подготовку, которую дает тренер. Вот в атаке сейчас старается, вот Сабиржон успел подвернуться, Сабиржон, и, конечно, пока никого из них не наказывают. Борьба будет длиться очень долго, я думаю, еще минут, наверное, 5-10 даже может, поэтому пока не дадут замечания, посмотрим, кто из них не будет атаковать, тот и получит замечание. Это опытный у нас рефери Роман Жабаев, я думаю, оценит борьбу дзюдоистов и, думаю, наказание не дойдет, а кто-то из них выиграет чистым хорошим броском. Даже оценка в азаре — это уже техническое действие. Ну, а все болельщики ждут, конечно, япона, чтобы был бросок на всю спину. Ну а если спортсмены падают на татами и находятся в состоянии, ну, на коленях, то идет борьба в партере, где можно сделать удержание, тоже победа в течение 20 секунд. Можно сделать болевой прием на локтевой сустав до сдачи и удушающий прием. Но здесь можно оценить как ложную атаку спортсмена. Можно его наказать, но наказывать не будут никого. Но прошло уже определенное достаточно время. Сейчас, я думаю, арбитр будет наказывать одного из спортсменов, дзюдоистов, кто ведет пассивную борьбу. Ну, ребята устали, видно, что сил нет. Но внутренняя сила всегда есть у каждого желающего победить, если они мобилизуют свои все возможности, не только технические, но психологические, проявят характер, то тот спортсмен выигрывает. Так что мы видим дзюдо воочию. Предыдущие схватки все были досрочные и быстротечные, где дзюдоисты бросали на япон. Вот здесь идет подворот, но сразу, видите, преследование в партере, идет удушающий прием. Здесь ошибок не прощают, поэтому идет преследование после каждого броска. Если нет остановки мате, то идет преследование соперника в партере. Мате означает стоп, остановили технические действия, хаджиме начинаем. Спортсмены расходятся по своим местам, четко поправляют кимоно, приводят спортивную свою форму в порядок и продолжают бороться. Вот, но, видать,
город Владивосток, Зудихин, опытный спортсмен, дзюдоист, он постоянно борется на краю ковра, потому что здесь при любом... Вот идет подсечка, здесь есть такой очень хитрый момент, когда опытные борются на краю ковра и провоцируют сделать свободный выход своего соперника, да что тот получает наказание. Они контролируют свой выход и, конечно, вот решает схватка даже вот за таких маленьких моментов. Есть еще одна атака. Ну, вот, эти атаки, они не приносят успехов, это просто вынуждены они делать атаки для того, чтобы показать активность какую-то. Вот видите, это однотипные. Пора наказывать, я думаю, спортсменов за это. Вот идет удушающий прием. Ну, сейчас и удушающий прием, болевой прием трудно будет сделать, так как ребята уже устали и навряд ли это сделают. А будет какое-то техническое действие, бросок, заготовленный заранее у себя на тренировке, кропотливой тренировке, выработаны годами броски. Вот идет опять атака, и здесь уже опять нет. Наш спортсмен, дзюдоист в белом кимоно, падает на живот. Поэтому оценок не будет. Все устали, ждут красивой борьбы и ждут каких-то действий. Вот, дается им задание поправить кимоно. В это время дзюдоисты могут отдохнуть, да, настроиться. Ну, опять вот дзюдоист в синем кимоно постоянно борется на краю ковра. Но это уже домашняя заготовка. Тренера уже учат своих дзюдоистов, как бороться, в каких обстоятельствах. Если он устал, конечно, надежда на то, чтобы спортсмен, вышедший свободно за зоны борьбы, вот за желтой татами, он получает шида, замечание. Но, как мы заметили, Оев уже имеет 2 шида, и Зудихин 1 шида. И я, как вам пояснял, что будет очень затяжная такая борьба. Ребята делают однотипные такие движения. Ну, если надоест арбитру смотреть такую борьбу, он может наказать одного из соперников и выиграет тот, кто, конечно, имеет меньшее количество замечаний шида. Но я думаю, уже идет борьба уже почти 10 минут. Я думаю, еще будет продолжаться долго. Но для дзюдоиста даже 2-3 минуты это очень долго считается, так как основное время 4 минуты, а еще дополнительно 2-3 минуты, это уже 8 минут. Я думаю, мальчишки находятся на ковре, дзюдоисты уже более 10 минут. Вот с этого захвата можно делать бросок вправо, бросок бедро, но Оев не дает ему делать. Здесь вот преимущество захвата сверху дзюдоисты из Владивостока, которые борются в синем кимоно. По правилам дзюдо, кого вызывают первым, то тот одевает белое кимоно, кого вызывает вторым номером, то он одевает синее кимоно. Поэтому дзюдоисты должны иметь 2 комплекта формы, и белое, и синее. Ну, синее кимоно в основном используется как тренировочное, так как она можно ее долго не стирать, а белое кимоно очень маркое, поэтому ребята его берегут для соревнований. Но хороших дзюдоистов есть еще, кроме рабочего кимоно, есть еще соревновательные, которые не держат специально для участия только в соревнованиях. Поэтому это, можно сказать, кимоно – это основной
атрибут основной, вот это форма одежды спортсмена, дзюдоиста, поэтому они должны его хранить как зеницу ока, вовремя за ним следить, чтобы она была чистая, поглажена, опрятна. И поэтому это одна из таких задач для дзюдоистов, когда они должны соблюдать вот эту свою форму в чистоте. Но здесь идет технический перерыв, дзюдоист синим кимоно обращается к врачу. Врач не должен заходить на татами, то есть и дзюдоист не должен выходить на татами. Здесь уже появились ссадины на ногах, и ему проводится первая медицинская необходимая помощь. Самое главное, чтобы не было травм. Всегда, когда заканчиваются соревнования, и без травм, то тренера радуются, что соревнования прошли хорошо, без травм, это самое главное. Но травмы бывают везде, во всех видах единоборств, даже в легкой атлетике, поэтому они неизбежны, но в борьбе дзюдо особенно уделяется много времени страховке, когда ты должен страховать себя, падая на татами или даже вот на жесткий пол, они должны страховать свое тело, не упасть на локти или какие-то части тела, чтобы не повредить. Идет группировка всего тела, он должен падать мягко, и чтобы не повредить какие-то свои части тела. Особенно страдают во время борьбы суставы, это локтевые суставы, колено и пальцы. Вот очень идет большая нагрузка на пальцы, это захват за кимоно, пальцы работают постоянно и, конечно, часто срывают их. Ну, опытные дзюдоисты постоянно их клеят пластырем, и чтобы не было таких ссадин. Но здесь мы видим, что ссадину получил дзюдоист синим кимоно, уже ноги стер, там сбил, можно сказать, постоянно. Вот это идет, вот это чистый прием, зацеп изнутри под разноименную ногу. Видишь, Зудихин Алексей нашел момент в этой борьбе и бросил своего соперника, его Собержона, на всю спину, что означает чистый бросок иппон, и он занимает первое место. Город Владивосток, и вместе с ним радуется его тренер, главный судья этих соревнований Власов Роман. Я думаю, золото одно уедет в Владивосток. Кстати, медали здесь очень хорошие, красивые. Итак, на татами весовой категории до 66 килограммов Измайлов Магомед, ДЮСШ Стерх. Это новые наши спортивные ДЮСШ. И в синем это Неустроев Власий, Хангаласский улус, город Покровск, тренер Власия Шагдар Гансух, тренер из Монголии. И вот Хангаласский улус это является центром спортивной специализированной школы Олимпийского резерва при Министерстве спорта известный. Туда входят у нас и филиал города Якутска, клуб Саха-самбо, и алданские самбисты. Очень идет интересная борьба. Ребята Так, оценку дали борцу в белом поясе Измайлову Магомеду. Это ДЮСШ Стерх. Это новая детская спортивная школа, находящаяся в районе аэропорта. Буквально открыта накануне пандемии, в прошлом году. Да, вот здесь бросок, и чистый бросок иппон, передняя подножка. Победу выиграет Измайлов Магомед. Но Измайлов Магомед очень опытный тоже дзюдоист, и у него за плечами немало соревнований республиканских, дальневосточных. Ну, тренер Измайла Магомеда Данила Мария. И
также поздравляем Гансуха Шагдара с вторым местом, у него уже второе место. И сейчас вот третий дзюдоист этой школы, специализированной школы Олимпийского резерва, Прокопьев Чинзорик, до 70 килограмм в белом кимоно, и его визави Хайткузиев Рустам, центр единоборств. Идет борьба за первое место в весовой категории до 73 килограмма. Прокопьев Чинзорик, он представляет Хангаласский ЛУЗ, но учится в училище Олимпийского резерва. Это сын Гансух Шагдара, вот он сидит, болеет за своего сына. Конечно, тренировать сына и болеть за сына, это очень, как бы это влияет, нервирует самого тренера. И это, я думаю, на больших нервах сидит сейчас тренер, вот, который секундирует своего сына. Это большие волнения, это серьезные психологические, да, иногда бывают травмы, не только для спортсмена, но и для тренера. Ну, на то и дзюдо, и виды единобор, чтобы ребята всегда находились в боевой форме и показывали хороший результат, добивались успехов в борьбе, в трудной, упорной борьбе. Так, борец с синим поясом получает замечание Шида. Это новый спортивный клуб в центре единоборств, который создал Фархат Садыков, тоже бывший спортсмен, сам раньше боролся очень хорошо, и буквально вот 3 года назад перешел на профессиональную тренерскую работу и уже создает второй клуб. У него есть клуб дзюдо и самбо. Сейчас создал центр единоборств, где дети занимаются не только дзюдо, но там еще пропагандируется самбо и тэквондо. Кстати, самбо тренирует в этом клубе Цимпандин Николай Иванович, 3-кратный чемпион мира, 5-кратный чемпион Европы. А тэквондо ведет Поисеев Руслан, тоже 3-кратный чемпион России, неоднократный призер мира. Вот такие известные тренера тренируют в этом центре единоборств. Но здесь борьба тоже будет, наверное, долго, интересной. Хайткузиев Рустам, ну, у него интересная такая прическа, типа японского самурая с хвостиком. Вот это, да, Вазарь зацеп изнутри делает и выигрывает оценку Вазари. Это молодой спортсмен, кстати, еще неизвестный нашей республике. Поэтому вот интересно тем, что да, дается такая вот возможность молодым показывать хорошую борьбу. Ну, это борьба есть борьба. Всегда непредсказуемая, выигрывает только тот, кто технически серьезно готов. Вот сейчас спорный вопрос, и сейчас будет видео, главный судья смотрит видеосъемку, они определяют качество падения спортсмена, качество броска, поэтому ну, болельщики и тренеры всегда ратуют за то, чтобы дать более такой высокую оценку, ну, как сейчас вот сюда, наверное, пробежал на видеосъемку Фархат Садыков, он оспаривает эту оценку, требует, чтобы судьи поставили оценку ИПОН. Ну, соответственно, там и пришел вот Шагдар Гансух, который оспаривает, что это была оценка Вазари. И я думаю, здесь главный судья соревнований, он разберется во всем. Еще раз, хорошо, сейчас
можно видеть процесс борьбы не только воочию, но идет всегда видеосъемка, и в замедленном варианте можно его-то просмотреть несколько раз и определить, конечно, качество броска. Оценку вот. Далее япон. Вот видите, оспорили, и судья Власов Александр Владивосток, я думаю, он оценил качество броска, да, и чемпионом стал Хайткузинов Рустам, Центр единоборств. Мы поздравляем его, Садыкова Фархада, его тренера. Ну, также поздравляем нашего тренера из Монголии Шагдара Гансуха, который вот уже подготовил 3 его воспитанника, боролись в финале и стали вторыми призерами. Ну а сейчас самая высокая весовая категория до 90 килограмм. На татами в белом кимоно выходит Пышняк Самир, клуб Саха Самбо, мальчик из школы номер 20. Его соперник Хайткузиев Рустам, извините, до этого боролся Гаврилов Антон, Амурская область. Да, ввиду неявки Пышняк, да, победа присуждается Пышняк. Ну, Пышняк Самир, он боролся 2 дня назад на первенстве республики, где занял 1 место. Ну, а сейчас его соперник не вышел на эту схватку, и Пышняк Самир, клуб Сахасамбо, филиал Хангаласской специальной спортивной школы, становится чемпионом весовой категории свыше 90 килограмм. Ну, на этом мы, наверное, заканчиваем наши соревнования. Через несколько минут будет торжественное награждение чемпионов и призеров этих соревнований. И мы прощаемся с вами. Сегодня с вами передачу вел и Игорь Лойк, вице-президент Федерации дзюдо республики, мастер спорта, заслуженный тренер России, и Валерий Герасимов, который 2 дня освещал, работал вместе с вами. До свидания, до новых встреч, и всем всего доброго, хорошего, счастья, здоровья.
Раз. Филизова. Филизова. Отлично. Уважаемые судьи, в конце награждения у нас будет общая фотография, просьба не расходиться. Судьи представители. Спортсменам, призерам, чемпионам построиться на награждение. Форма одежды Тимура. Уважаемые спортсмены, завтра состоится набарывание. Те команды, которые остаются спортсмены, время будет объявлено дополнительно вашим тренерам-представителям. Так что завтра будет возможность у вас хорошо побороться.
Not a little bit. Награждается весовая категория 44 килограмма девушек. Третье место заняли Вихарева Диана, Курбанова Рушана. Второе место заняла Сильцева Кюльней. И чемпионкой в этой весовой категории стала Астафьева Яна, Амурская область. Награждается весовая категория 46 килограмм юноши. Третье места заняли Евстифия Артем, Шерстобоев Данил. Второе место занял Гаврилов Данил. Чемпионом стал Никитин Роман. Награждается весовая категория 48 килограмм девушки. Третье места заняли Высокова Валерия, Селезнева Александра. Второе место Леонтьева Анастасия. И чемпионкой в этой весовой категории стала Стефеева Арина, спортивный клуб «Дар».
Награждается весовая категория юноши до 50 килограмм. Второе место занял Мулоев Мухаммаджон. И чемпионом стал Шарайник Виктор. Награждается весовая категория до 52 килограмм девушки. Третьи места заняли Демченко Мирослава, Бекова Макка. Второе место заняла Шишкова Софья. Первое место Анисимова Алиса, спортивный клуб «Да». Победители, призеры не расходятся. Весовой категории до 55 килограмм юноши. Третьи места заняли Рожков Степан, Каратаев Семен. Второе место занял Прокопьев Джулусхан. И чемпионом в этой весовой категории стал Герасименко Никита, спортивный клуб «Да». Весовой категории до 57 килограмм девушки. Третьи места заняли Кумушбекова Исида, Трифонова Олеся. Второе место заняла Тимофеева Светлана. И чемпионкой в этой весовой категории стала Шамилева Елизавета.
весовой категории до 60 кг юноши. Третье места заняли Беляев Федор, Немадов Амир. Второе место занял Оэн Сабержон. Чемпионом этой весовой категории стал Закидин Алексей, Владивосток. Весовой категории. Награждается весовая категория девушки до 63 кг. Третье места заняли Буякова Дарья, Абдулакова Гульзина. Второе место заняли Сакушенко Милана, и чемпионкой в этой весовой категории стала Сикариева Аделина, спортивный клуб «Да». Награждается весовая категория 66 кг юноша. Третье места заняли Лях Иван, Лященко Данил. Второе место занял Неустроев Власий. И чемпионом стал Измайлов Магомед, ДЮСШ номер 6. Награждается весовая категория девушки до 70 кг. Третье места заняли Белокопытова Светлана, Рустамова Дильфуза.
Награждается весовая категория юноши до 73 килограмм. Третьи места заняли Загвоздкин Роман, Чистоедов Кирилл. Второе место занял Прокопьев Чемзорик. И чемпионом этой весовой категории стал Гаврилов Антон, Амурская область. Награждается Награждается весовая категория девушки свыше 70 килограмм. Третье место заняла Либаяна. Второе место Дандарова Нелли. И чемпионкой в этой весовой категории стала Белизова Юлия, спортивный клуб «Солнечный». Уважаемые судьи, после награждения не расходимся, будет общая фотография. Судьи представители. Награждается весовая категория до 81 килограмма юноши. Третьи места заняли Руденко Кирилл, Алонцев Даниил. Второе место занял Слугин Кирилл. И чемпионом в этой весовой категории стал Иванов Владислав, спортивный клуб. Уважаемые судьи, пожалуйста, просьба собраться возле главного судейского столика. Награждается весовая категория юноши до 90 килограмм. Третье место занял Брюханов Максим. Второе место Пермяков Александр. И чемпионом стал Шиглов Ярослав.
Таким образом, третье место занимает команда Магадан. Награждается медалями и кубами. Капитан команды Магадан, пожалуйста, подписал. Второе место занимает Благовещенск. Капитан команды, пожалуйста, подписал. И таким образом первое место чемпионом становится спортивный клуб «Дарт». Капитан команды, пожалуйста. Дарт, Благовещенск, Магадан. Поздравляю. Вот смотри. Ребята, завтра будет день борьбы на паровании. Время дополнительно сообщат. Какие информации вам тренеры ваши, представители скажут. Это будет вторая половина дня. Завтра с утра отдохните, восстановитесь. И вторая половина дня будет на паровании. Владислав Лукич. Борьба будет завтра на паровании Владислав Лукич. Уважаемые судьи, просьба собраться возле главного судейского столика.
Еще раз повторяю, уважаемые судьи, просьба собраться возле главного